В окне на весь экран. О. Так, привет, Фрешмит. Здорово. А какого хрена? Так, 60. Может быть, во весь экран сделать? Найс лаги, да. Лаги великолепные. Чё, получше стало? Ну, вроде да. Что-то вроде окей. Привет, Фрешмит, привет, Токарь, привет, Краска. Всем здорово. Всем здорово, всем здорово. Ну да, все вроде бы окей. Вот теперь нормально. Ну хорошо. Ну все. Так, давайте начнем. Уже наконец. Так, всем привет. Еще раз. Начинаем игру Alone in the Dark. Игру потише чуть-чуть. Так, дай-ка на 10 поставлю. Прям с легонца. Ну вот, все. Окей. Все. Трансляция завершена. Самое то. Так. Я вроде все сделал, да? Так, на всякий случай проверю. Долбанный YouTube. Окей. Ну все, вроде нормально. Окей. Все. Погнали. Погнали. Alone in the Dark. Типа перезапуск или что это? Ремейк. В общем, была одна такая старая игра. Alone in the Dark. И вот будем сейчас в нее играть. Давайте на нормальность сыграем. Хочется в натуре расслабиться. На нормальной сложности. И простое испытание монстроопасности артистов меньше. Интересно, вот это survival хоррор или как вообще, интересно? Непонятно. Сложность, помощь. Так. Старая школа. Для тех, кто любит думать самостоятельно, никаких дополнительных подсказок.
Дополнительная помощь, облегчающая игру, включает в себя подсказки и полезные замечания. Ну, давайте старую школу. Тут уже выбора нет. Придется по старой школе играть. О, мистер Жаба. Ля, какой-то крокодилыч. Качественный крокодил. Хороший. Блин, очень смахивает на начало Resident Evil 7. So, your uncle. Итак, ваш дядя. What's wrong Что with с ним не так? He's possessed. Он одержим. As in the devil? Дьяволом, что ли? Something like that. Вроде того. Говорит, что его преследует темный человек, следит за каждым шагом. Watching him at all times. What do you make of it? И что вы об этом думаете? It's nonsense, of course. Ну что, это полный бред, конечно. Но я не совру, если скажу, что совсем не тревожусь. Знаете, у нас ведь семейный... Possession? Это семейная одержимость? Нет. Маниакально-депрессивное расстройство. Мало кто из рода Хартвудов дожил до старости в здравом уме. Да-да-да. But Jeremy didn't kill Но himself. Джереми себя не убил. Is that why he's after Он setup? поэтому оказался в Дорсете. Он хоть и был убежден в своей одержимости, решил пойти в банк и отдать себя в руки доктора Грея и его психоанализу, в надежде, что тот сможет помочь. Или скорее вылечить. You mentioned the letter. Вы упоминали письмо. Я получил от Джереми весьма тревожное письмо, где говорится, что персонал клиники и пациенты состоят в каком-то культе, которые хотят втянуть Could ее. it be real? Так ли это? Or is it all Или все just происходит лишь у него в голове? Эту историю он рассказывает себе. Все что угодно, кроме правды. Which is? И правда в том, что мы не имеем никакого значения, что люди почти ничего не знают друг о друге. А значит, друг для друга. Окей. Here we are. Но все же мы здесь. Ясно. Короче, не ясно. А кто они такие? Типа детективы, что ли? Мой дядя болен, мистер Карнби. Я хочу убедиться, что ему ничего не угрожает. Then what's my part in this? Зачем тогда вам я? Такси не смогли вызвать. Мне будет неспокойно, если я буду одна. То есть мы частный детектив, а она нас наняла? Вы взяли пистолет? Yeah. Взял? You think it'll actually Думаете, come дойдет to до that? этого? Нет, но один лишь вид заряженного оружия может помочь разговорить персонал. What exactly И are что we конкретно gonna do мы when we будем find делать, Jeremy? когда отыщем Джереми? Не знаю. Давайте сперва найдем его. Ну, Эдвард Карнби. Of course. Go. Ну, прикольно, что можно выбрать. Looks abandoned. Выглядит заброшенным. Да быть не может. Должен здесь кто-то быть. О, гараж открытый. I'll go around. Подождите, я посмотрю с этой стороны. Глава 1. Упс, что-то... Так, не, ну тут прям... Чувствительность какая-то лютая. Окей. Да. Поищите способ пробраться в дом. Так я уже внутри. А машина какая-то модная тут. Как будто спортивная. Красная. А это уже о многом говорит.
Фонарик. Now what do we got here? Говорит, я нашел фонарик. Я не успел прочитать. Ищет огорода. Окей. А что, можно крутить, что ли? Нет. Очень бессмысленно. О, другое дело. Заметили, что во всех играх таких себе сенса дикая намек на смуту. Ну, смуту потом поиграем обязательно. Так, шифтовать можем. О, пистолет, так сразу можно прицел взять. Не то, что я уже заряженным пистолетом вот так хожу, это, конечно, мощно уже. Окей. Диксер, привет. А где у него фонарь? Тут. Какой-то маленький карманный фонарик нашел. О, щит. Плюс 3. Да, крыса бессмертная, конечно. А? А это нормально, что тут прям вот так вот темно? Я играл в демку этой игры, и она мне не то что не продала игру, а полностью убила весь интерес к ней. Блин, даже насколько она плохая была-то. Ну, заценим, чё. Я также вот в Callisto Protocol хочу поиграть. I'm not getting in there. Видимо, болторез. Ну, выглядит приятно. По крайней мере. Может, палка какая-то нужна? Нет, я бы лопатой достал бы. Вот я достал бы лопатой. О, да ладно. Color Blade настолько своей демки игры продаешь, что 50-60 часов наяривает. Так, давайте-ка я вам чат выведу, наверное. Сейчас, подождите. Вот. Да, стреляю по всему, что кажется мне подозрительным. Я почему-то думаю, что здесь вайп этого, ну, прям чисто, знаете, Resident Evil, в плане даже не первых частей, а вот прям четвертая, знаете. Плюс бухло. Но не знаю, возможно ошибаюсь, конечно. Может, это чисто шутерок такой. Sinking City. Игру не очень тепло приняли, и будет печально, если опять серия в спячку впадет. Вон Dead Space опять заморозили. Ну, зато, кстати, Fallout благоухает. Ну, неудивительно, там сериал офигенный. Я прям залпом посмотрел, вместе с женой смотрели сегодня. Серик по кайфу, но стрельба и там прочее дерьмо полное, как в самой игре. Вы заметили, что там стрельба полное дерьмо? Они там стреляют вообще хер пойми как. Ну разве что в начале вот в Филе там этот гуль разошелся как-то. Там что-то малял. Ну а так, ну... В общем и в целом неплохо. В связи с выходом сериала-то да. Ну это да. Не, он реально хорош. Восстановил, так сказать, интерес. Даже я подумаю.
Нью-Вегас поиграть. Семейная Every Библия. day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost Священный all песок hope. $1. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a... Но мы это дерьмо, конечно, читать не будем. Я бунтую против писем в играх, если честно. Я бунтарь. За 280 рублей. Неплохо. О. Я слышу, что тут записок запредельное количество. Это, конечно, плохо. Но мы, короче, притронемся к запискам только в том случае, если это прям необходимо. Не более того. Необходимо, знаете, в каком смысле? Необходимо, ну, в плане решения каких-то загадок или типа того. Крысиный яд. Презент. Великая депрессия. Презенты не обязательно предметы, которые можно найти по ходу игры. Сбор комплектов открывает запретные знания, а иногда и нечто большее. Так, подождите, а тут что? Поднял бабла, стали другими дела. Охереть, как много путей. Не, ну я считаю, сначала надо полуосмотр сделать дома. Подсказка, саботаж. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Утечка. Ой, блин, пятнашки. That doesn't make sense. Эх, ладно. Не, все-таки логика какая-то в подобных играх важна, я считаю, но это полный бред. Типа, зачем на котел ставить пятнашки, чтобы он заработал? Ну, что за бред, блин, серьезно. Трамвайный билет. I need the key. Да ты шо? Они такие. Вообще, первый Alone in the Dark, который уходил давным-давно, он был довольно-таки жуткий на самом деле, я помню. Я помню, когда у него только запустил, я чуть было не обосрался, потому что на меня прям буквально где-то, ну, с какой секунды. Ну, я вхожу в дом, и буквально через минуту на меня врывается какой-то монстр. Я чуть в штаны не насрал тогда. Пипец атмосферно стрёмно было, я помню. Жестко охерел. Sunday, June 22nd. JPG улица Лес.
Я считаю, что пятнашки в играх должны быть пропускаемы всегда, только если это не игра про пятнашки. А как в погоне двери вот так открывать? Это точно что-то откровенно. Я так в игре скорно торчал на тамошних тупых пятнашках. Ну, пятнашки это, конечно, просто балдеж. Ищет площади. О, балдеж, да, ребят? Карта. Не, ну карта, в принципе, понятная, хорошая. Гигер, да, Гигер. I need the key. I need the key. Да я понял, но это не тот ключ, что? А. Погодите, а что на втором этаже? It's wedged shut. Заклинено. Ну блин, типа выстрелить в дощечку эту сраную. Как по мне, супер вариант. Looks important. Наверняка это важно. Йоу! Йоу, motherfucker! Let's go! Имха, лучше бы не платили известным голливудским актерам, а потратили эти деньги на другие элементы. Ну да. Не, я просто, конечно, был не то чтобы удивлен, но просто типа такой, о, прикольно, я знаю этих актеров. Но, блин, I need the key. игроку на это насрать, по сути. Ему важна сама игра. Но пока что я не говорю, ну, нормально все пока. Я типа, ну, таинственно, интересно. Ходим, бродим по особняку. Странно. Такой большой дом, и никого нет, как будто бы. The Great Depression. Пока все окей, довольно-таки окей. Видно, что тут какая-то хрень творилась. Типа, ну, какие-то стрёмные телодвижения произошли, как будто бы. А что за особняк? Да вроде бы психбольница или типа того, для душевнобольных. Ну, вроде бы. Ну, как бы, не то чтобы даже психбольница, но просто как пансионат или типа того. Тут держит дядю этой девушки, с которой мы приехали сюда. Но она как бы вот беспокоится за него. Она хочет удостовериться, что все с ним окей. И чтобы ей было спокойно, она наняла еще личного... Фу ты. Не личного. Частного детектива. Ну, похожие слова, да, личный и частный. Ну и, короче... Вот, она думает, что Key. как бы тут будет поспокойнее, нормально. И она сейчас стоит на улице, а мы ищем способ, как открыть ей дверь, по идее. А, вот так вот. А, лол. What are you doing? Что вы тут делаете? Вы кто такие, ну? Whoa, pardon me. О, прошу меня простить. Я Эдвард Карнби, частный детектив. Надеюсь, вы не против, что мы позволили себе войти? I do mind. Еще как This is против. private Это частная property. собственность. You can't just Нельзя сюда barge in вламывать. here. I'm sorry about all Мне this, так but жаль, I'm но looking что for так my вышло. Но я ищу It's своего дядю. urgent, Это очень and no срочно. one was answering the door. А никто дверь не открывал. Мы больше не слышим стука. Никто не слышит. Who is your uncle, И кто ваш darling? дядя, дорогуш? Блять, че я так много писал Джереми, я прав? Прям... А вы где все были-то? Я, сука, ходил тут, стрелял в пушки и все такое. I just came to make Просто sure хочу my убедиться, husband что с моим дядей все хорошо. Well, Но he's сейчас с ним unavailable right now. увидеться не выйдет. Приезжайте в другой раз. Почему это не выйдет? Он что, спит? Так мы и подождем. Он пропал. Мы что, где-то встречались? Еще раз, кто ваш спутник, мисс Хартвуд? Меня зовут Эдвард Карнби, я частный детектив.
Замечательно. Довольно все вы в своей комнате. Маккарфи. А что с платьем? Там сфера как будто бы какая-то есть. Look, we're Там not here to сфера cause any какая-то. trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Джерем пропал. Переживать не стоит, но на поиски уйдет какое-то время. Его разыскивают весь персонал. What? Погодите, что? He ran off? Он сбежал? У меня нет на это времени, пожалуйста. Возвращайтесь завтра. All right, in that case, we'll just wait. В таком случае мы подождем его в комнате. Вы же не против? It's upstairs. Right? Она наверху, ведь так? Кстати, вам нельзя. Да не волнуйтесь, мы тихонько. В коридоре, первая дверь слева. Я сообщу доктору Грею, что вы здесь. Excellent. Thank you, madam. Отлично, благодарю вас, мадам. Ой, бля, я смотрю на это и охуеваю уже. Ай, бля. Какие там головоломки будут, говна вонючего. Видимо, там просто принеси то дерьмо, принеси это дерьмо и вставь в это дерьмо, вставь в то дерьмо. Класс. All right. Here we Так, are. вот мы и на месте. Let's look around. Давайте осмотримся. Может, найдем кого-нибудь. Окей. Ладно, особняк не такой уж и заброшенный, в принципе. Не, они реально конченые, что ли? Они просто насрали пятнашками и всякими разными головоломками в эту игру. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days. Не, они конченые, я вам говорю. Не. Кто станет читать 5 страниц? Не 5 ли Unreal, не знаю, кстати. А? Ну, это вот такая вот игра. Ну, то не знаю. Детектив какой-то. Ну, пятнашки довольно-таки простые, конечно. Но... Можно было бы их просто даже... Да, пускай и будут. Hey, you know anything about А this? это Looks вам like some sort хрень of не знакома? talisman. Похоже на какой-то No, I талисман. don't. Уже нет. Help me out Не here. поможете мне тут? Че он там пытается? I would've killed a guy, Неужели throw так some of трудно this было stuff выбрать out? этот хлам? I'd be Я бы crazy тоже to вам find this тронулся, much junk если бы lying тут around. вокруг столько хлама. Было бы и все такое, ну, короче, жалуется на порядок. Черт. Лицевая анимация, конечно. Не, блин, вот если актеров берете, то давайте лицевую анимацию нормальную. Типа, Oh, зачем? wow. Ух ты, That's striking. впечатляет. I want to save this one. Я хочу это в NFT. Капец, он залип, конечно. Идемте, нужно пообщаться с доктором Греем. Привет, Итро. Здорово. Come on, let's go. Ну уже, давай. Yeah, I'm coming. Да, иду. Да. Иду. Miss Harwood. Мисс Хардвуд? Emily? Эмили. Чё за переход в иную реальность случился или что? Вайп какой-то иной. What the hell is going on? Это что за хрень тут творится? Where am I? Где я, блин? Ну, неплохо. Интригует. Не знаю почему, но я вдруг вайп словил, знаете, от чего? От какой игры? Вот есть немного от Evil Within, не знаю. Что-то есть в этом. Словил какой-то маленький такой нотку от Evil Within.
Блин, бегаю, как будто я насрал в штаны. Но визуал неплохой. Опа, я вижу. Ну что, можем сразу стрелять без предупреждения? Я не думаю, что они френдли. Christ, what the hell? Дополнительные комментарии, товарищ герой. Кто они такие, все такое? Или это все нормально? Блин, чел, они буквально не люди, нахуй. Или, по крайней мере, болеют очень жестко. Ну, типа... Ну, хотя бы катсцен какую-то ради приличия. Блин, ну ладно. Размытый к размытие. Ну... Странный туман. I can't go that way. Мне там не пройти. Это АА игра. АА. Окей. What the hell is going on? Опа. Классно. То есть я, блядь, должен все это время удерживать? Ладно, тут аптечка есть. Типа запомним просто. Патрон так валяется. Типа невзначай. Ну вот вот лапку может I зайти. can't go that way. Ладно. Ну вот почему нельзя? И зачем мне звонить? Так, много вопросов. О, Алонзо Дарк. Привет, Гудзон, да. Ты ее проходил? О, привет, Клинам Гай, здорово. Биг бой. Не пускай внутрь, как кампер. От них добра не жди. Are you? А вы что, хозяин Is this лавки? your store? Не, он грабит его. Ладно, шучу. Шучу. Jeremy. How? Этот пак с темным человеком Джереми предупреждал, но мы не слушали. I'm Detective Edward Я детектив Эдвард I was Карнби. hired by Jeremy's niece Нанят to племянница find Джереми. А вот как. И сколько он тебе платит? $150. $150. А, сегодня ночью я отобьется каждый цент. Ты с головой дружка? Дружишь. Иногда приходится. Думаю, Джереми целился так, что нам его не отыскать. Ему ожерелье Джуджу путь указывает. The talisman? Талисман? Ага, колдовской берег. Ему его дала мисс Джексон. The voodoo Вниз priestess? по улице. Житься буду? Это знаток. Да, житься Мамалоо. Вот, держи ключ. Я запер ворота, чтобы в ее дом не забылись упыри с гоблинами. Может, там ты найдешь что-то, что укажет тебе путь дальше? Упыри с гоблинами? Thanks. Спасибо. I'll look. Заглянул. Патрики. Нормально. Но мне бы новую пушку, по идее. Я, конечно, не жалуюсь. Меня все устраивает. Наш новый друг.
Хотите, я вас провожу? Не. I'm gonna stay here for a Я while. тут еще буду немного. Ладно, будь. Будь. Вижу челика какого-то. Не, человек простой. Если я вижу дерьмо какое-то, и в него можно выстрелить, я стреляю. Как бы огнестрельное оружие на то и существует, чтобы стрелять издали, а не приближаться и стрелять. А, на пробеле я могу уворачиваться. А, на контроле красться. Чем кончается? О, труба оружия. Hey. Предметы можно бросать в врагов. Какие предметы? А. Блин, я не то нажал. Собирай пулики и стреляй, бей. Блин, это хороший совет, кстати. Нуарная такая музыка еще. Пули. Топорик. Лол. Сразу оружие покруче, чем сраный ну, вот эта труба. Или тут оружие ломается? Нет же, наверное. Надеюсь, нет. Ну и как он ко мне спустится? А. А, дерьмо. Да ладно, они легкие. Привет, енот. Моя борьба. А, оружие ломается. Твою мать. Но это было бы слишком хорошо, конечно, если бы я сразу топор получил, и он бы еще и вечно работал. Ишь, я чего захотел, да?
теперь ты официально вор. Енот самый что ни на есть настоящий вор. Ну, в игровом смысле. Почему не стреляем? GG. Окей. Я для чего-то собираю эти приколы. Вроде что-то открывает, они было, ну, там было написано. Ну, он же, кстати, ворота запирал, чтобы вот эти вот монстры сюда не заходили, но они наоборот здесь. Причем их очень много. Узнай это место, спрячись в гостиной мисс Джексон. Может, она знает что-нибудь о талисмане Джереми? Это же талисман, такой, точно такой же, как на картинке. И прикарманил моментально. Чел. Думаю, это предназначено для талисмана. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Jeremy Notes? Фак. Ну, давай. Jeremy Notes. Так. 5, 3, 8. 8, 5, 3. Только вот 8. Погоди, я что-то прикола не понял. Как там было на записи? Он, короче, расположен так. Тройка слева, пятерка типа снизу и восьмерка с краю. Вот так. Вот примерно так было. Только я пятерки не вижу. Ну вот эта вот дырка и есть пятерка, по идее. Или тут как-то вот так вот это все. А тут должна быть восьмерка где-то. Вот так вот. Вот. Охереть, как я догадался. Он что-то показывает. Какое-то место. Где же оно? Одеяло Ванамаса. Ну, вот оно. Это место. Не, я игнорирую эту дверь. Я не хочу туда заходить. Мне нужно это место. Игра. Тут под одеялом что-то есть. Блин, за диваном давно не убирали, там аж паутина скопилась. Ну ладно, пойдем. Хотя, подожди, давай. Тут еще смотримся. Может быть, тут где-то... Нет, ничего нет. Давай. Губи меня.
двери. Detective, Детектив, I was wondering а это when you were думал, going to когда show. вы следуете показаться? Mrs. Thompson Миссис told Томпсон me. сообщила о вашем приезде. Как я I понимаю, understand вы you are работаете на working for племянницу Jeremy Джереми Hartwood's Хартвуда. niece. Ну Yeah, да, I наверное, guess то есть so. I mean, вы правы. Мы we came приехали here for навестить her ее uncle. дядю, I just но я didn't expect- никак не ожидал. I didn't всего expect этого. this. You are Вы Dr. доктор Gray. Грей, верно? That's right. Верно. You don't have У to вас есть ask my какие-нибудь документы identification, таких? detective. Не люблю I'm я... not keen on having strangers Знаете ли, когда prying посторонние into my суют свой business. нос в мои дела? Oh, Detective Детектив Эдвард Кармби, Кейтер-стрит, Новый Орлеан. И как вам французский квартал? Старинная архитектура, улочек, культ Вуду, гангстеры. Уверен, жить там крайне увлекательно. Well, it's not quite like the Не настолько, stories, как Doc. кажется, док просто Just trying to make пытаясь a заработать себе на хлеб. Как и все мы. Зарабатываю на хлеб. Что ж, детектив, добро пожаловать в Дерсету. Надеюсь, вы с пользой проведете здесь время. И чем могу вам помочь? Why don't you tell me where I can find Не скажете, где мне найти Джереми Хартвуда? Недолгий тогда вышел бы визит, а? Хотелось бы рассказать, однако, но, боюсь, я не знаю. Не желаете ли вы пить, детектив? Anything brandy? Бренди какого-нибудь? О, во французском квартале вам самое место. Арманьяк или коньяк? You know, just give me the cheap Просите того, stuff. что I'm подешевле. not Я much небольшой of a ценитель. connoisseur. Заниженный стандарт, отнюдь не добродетель, детектив. Поглядим, удастся ли мне расширить ваш кругозор. What can you tell me about Jeremy? И чего вы мне расскажете о Джереми? Мне определенно не хотелось бы вдаваться в детали в его состоянии. Врачебная тайна. Уверен, вы понимаете. Sure. Ну, конечно. Но ведь он не в себе. And he's gone И он missing. пропал. Why? Почему? Бухни. Ooh, it's good. Ну что ж, неплохо. Got a bite. Рисковат. Это называется сайдкар. Фокус в том, чтобы не жалеть лимонного сока, но, бога ради, не переборщите с ним, наверное. Okay. What Ну can так you tell и me что мне about скажете о Jeremy? Джереми? Ну, дайте подумать. Весьма беспокойный пациент. Переживает о событиях, которые должны были произойти согласно по его восприятию. Неизбежности судьбы? Постоянно жалуется, что все идет не так, и что некоторых вещей попросту не должно быть. И как? Полезная инфа? Not really. Да не особо. I was Я hoping скорее for some надеялся понять, direction где where его to look искать. next. Боюсь, здесь я вам помощник. Поговорите с моими санитарами. Они ищут его уже какое-то время. Уверен, ваша помощь им не помешает. Yeah, I ran into Batiste. Ну да, я уже встречался с Батистом. Кстати, возможно, он дал мне зацепки. Give me a lead. О, великолепно. Ваше расследование идет полным ходом. I'm gonna go. Мне пора, но я уверен, что мы еще увидимся. Жду с нетерпением. Удачи. 2 глава. Да ну нахер. Эти часы непростые, там что-то Detective справа на... Где в Канаде? Как вы... Where did you Куда go? вы подевались? I was just talking to Dr. Да я Gray. беседовал с доктором Греем. You disappeared. Вы просто исчезли. No. Нет, все не так, как вы думаете. Скажите, вам ничего в этом месте странно не кажется? Yes. Да, все здесь невероятно Everyone is being уклончивый. incredibly evasive, and I И can't figure out why. я даже понять не могу, почему. Нет, есть вещи, которые невозможно объяснить. Нечто паранормальное. Detective? Детектив, I пожалуйста, really поставьте need you to здесь себя в get руки. yourself together. I Одна can't я do не this справлюсь. alone. Forget it. I'll figure it out. Ладно, забей, я сам разберусь. Do you want to come see Dr. Gray? Не желаете пообщаться с доктором Греем? Нет. Я должен кое-что проверить. Я думаю, с этим талисманом, что я смогу отследить Джереми. Надо... Как называлось, не помните? Это на испанском. Таруэлла. Его, блядь? Detective, Детектив. are you gonna be all right? Вы окей вообще? Yeah. Ну да, Of course. конечно. Идите Go talk to поговорите с Dr. Gray. Греем. Rendezvous later. Он отличный человек. Бухните еще. Все.
Напарница, блять, называется. Нахуй меня подозревают в том, что я ебанутый. Этот талисман мгновения ока перенес меня во французского квартала. Если Джереми перемещается так же просто, он может оказаться сейчас где угодно. Даже в Таруэле. Но если же он может, то я могу. Надо лишь выяснить, как работает этот талисман. Лол. Лишь Батиста сработал. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do. Блин, офигенная подсказка. Почини пластину. Ключ от комнаты номер 6. Детектив так-то здоровый мужик. Ну да. Dr. Elmore Lee Gray is Desetto's chief Элизабетта doctor. Перрози. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean Bat... Мне, прикиньте, я бы все это читал. Я раньше все записки читал. Я вам говорю, я всегда так играл. Но сейчас я уже с течением времени вот реально подохерел от такого прикола. В нынешних играх очень много записок, я вам говорю. И это ни хера не окей. Здесь трошку. Здесь все пациенты. Кассандра Боригар. Грейс Сондерс. Блин, ну вот это вот чтиво интересное вполне себе. Вот всякую вот такую медицинскую срань читать про тех или иных людей, это вот довольно-таки любопытно. Но мы не будем пока распыляться, так что сразу прочитаем про нашего подопечного. А его тут нет, кстати. Так, номер комнаты. Вот мы, кстати, вот ключ у нас есть от этой комнаты, так что давайте почитаем. Адрес Неаполь, Италия. Так, она из Италии. Возраст 33. Мне тоже, сука. Ну, выглядит у нас все 40. 5, наверное. Причина приема. Перрози вломилась в Дорсет, ее нашли блуждающей по парадному залу. Она была дезориентирована, страдала от частичной амнезии, настаивала на том, что ее место здесь, и предложила оплатить свое пребывание. Ну, на ее историю насрать как-то. История Перрози необычна, ибо она отреклась от слов об Астарте. Мадам больше не утверждает, что является Элизабетой Перрози. Однако мы писал провел расследование. Исследование, и подтвердившееся, что в Астарте была некая женщина, фамилия Перрози. Как ее лечить собирается? Все колонии исчезли за одну ночь во время урагана. Ладно. Лечить никак не собираются. Привет, да. Добрый вечер. Погоди, куда-то я пошел. Деловой такой пошел. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Погодите, а тут как работает, интересно? Не, в принципе, забрутфорсить это дерьмо можно, мне кажется. Короче, Архам было. Что такое? Ну что такое опять? Так, я пришел оттуда, я пойду сюда. Так, давайте наверх поднимемся. Сразу в палату номер 6. Ты сразу. Даже главный герой вздыхает. Сплошная грязь. Больше похоже на гниль. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken. I need the key. Так.
Простите, детектив, не хотел мешать правосудию, все такое. That's fine. Ничего. Знаете, у меня ведь собственное дело о пропаже. Я хотел спросить, не видели ли вы Грейс, девочку примерно такого роста? Can't say that I have. Не могу сказать, что видел. Почему спрашиваете? Я как раз ее ищу. Она что, в беде? Не-не, просто прячется где-то. Ничего, шалопаем вроде нее бегать повсюду без присмотра, особенно в нынешние времена, сами понимаете. Бухой еще. Well, I haven't seen her. Ну, я ее не видел. Дайте знать, то ли найдете. Я был неподалеку. А я сам присмотрю за вашим человечком, Джереми. Вы помойте руку мне? Детектив, а я вам. Но он сказал не руку, а спину. Я почешу спинку вам, а вы мне. Вот где-то, ну, типа, в 1910-х годах это можно считать гейским поведением или нет? Или это все-таки окейное было? Это непонятно. Emily's here. Эмили here. Прикольный рисунок. А. Ну, не, вообще интересный опыт, я так скажу, да. Но главное, чтобы тебе член не отрезали, я считаю. А так все это вполне себе окей. Конечно, это выход из зоны комфорта, все такое, но я думаю, такое, в принципе, можно спокойно воспринимать. Не, ну если ты прям чувствуешь, что как бы все окей у тебя с этой девушкой, ты прям с ней до конца и все такое, уверен в ней, то let's go. Let's go. Не думаю, что вот эта вот вся тема, типа с этим, как бы это сказать, с тем, что ты, ну, станешь изучать еврейскую религию, все в таком духе, это, ну, какого-то своего рода неправильная вещь, там прочее. Не, нормально, что ты, господи. Я думаю, любой человек той или иной религии, ну, имеет право изучить и как бы, ну, немного How eccentric. потусоваться, так сказать, Symbols. в той или иной Looks религии. like alchemy. Ну, христианин, например, Star может constellations. буддизму там немного поучиться и так далее. Не думаю, что это плохо. I need to. Astarte artist. Так что нормально. I remember hearing about Ну, their мое мнение disappearance. такое. Must have been 15 years or more now. Интересно, тут фотографии, конечно. These paintings got some grim-looking rot on them. Ничего это я сделал. Вильям Аргес, Фрэнклин Мосик и Нора Кейт. Вильям Аргес, Фрэнклин Мосик и кто-то там. Фрэнклин. Вильям Аргес 2. Фрэнклин Мосик 9. И Нора Кейт 294. 294. Я сделал это, я смог добраться до места назначения. Насрать. Так. 294. Так, 294. Так, 294.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Типа так, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тогда... Блин, ну это немного сложно. И зона комфорта не то слово. Я, во-первых, вообще не оказался в Питере. Во-вторых, вообще поступил на политтехнолога. А в-третьих, у меня девушка появилась. В-четвертых, она оказалась в этой. В-пятых, вообще зовут куда-то в непонятную тему с религиями. Я, конечно, все понимаю, что в жизни все бывает и так далее, но... Ну... Я считаю, это, ну, как бы... Ну, не знаю, главное, держи связь с родными. Типа, ну, не знаю. Кто о тебе печется, чтобы они не волновались, по крайней мере. И все будет окей, я считаю. Во всем же, ну, как бы, не знаю. Ну, хер его знает, конечно, с одной стороны, типа, что они так, типа, ну, прицепились. Ну, как бы им, наверное, это важно, потому что ты как-никак встречаешься с их дочерью и тому прочее. Они как бы видят выход только такой, типа то, что... Ну, смотри, короче, какую ситуацию я вижу в их виде. Так, ну, они, наверное, таким образом тебя испытывают. Если ты от этого испугаешься и тому прочее, то они такие сразу скажут себе, что, ну, парень несерьезно, не хочет как бы, ну, чисто так сказать, в несерьезных отношениях находится с нашей дочерью. Кстати, зеркало интересное. Оно имеет какую-то камеру странную, видите, да? Да. Ну ладно. Так. Еще раз, я не понял. Так, это 1. Вот это вот 2. Это 2. 2, 9, 4. 9. 4. По-моему, стоит правильно? Правильно. По-моему, стоит 2. Так, вот тут. Угу. Окей. Все, пошли отсюда. Какие большие тараканы. У него лицо испуганное какое-то. И что это значит? Мне это обойти надо? Видимо, наступать не стоит на это. Окей. Все, да? Ты стало окей. Ну да. Что случилось? Теперь все окей. Так, у меня есть ключ Батиста. Батиста. Ну, пойдемте. Наверное, мне вниз надо куда-то. Я без понятия. Медведь. I need the key. I need the key.
А что за свинья? Что это было? Короче, мама с папой ржут и говорят, что ничем не могут посоветоваться. Так я сперва подумал, что она русская. Тут сюрприз. Когда недавно их родаки позвали поужинать, познакомиться, Эгин построили мне прыжки в эти... Это вселенная, я, конечно, намерен серьезно построить отношения с девушкой. Все-таки это у меня впервые попробую все развитие. Но можно же, по идее, просто без всех этих религиозных и так далее, как они мне все понравились. Очень хорошие люди. Ну тогда просто не обращай на это внимания. Просто как бы, ну, типа ты говори, типа, да, окей, хорошо. Я уважаю ваше стремление, типа, ну не знаю, типа, ну, завлечь меня в эту историю, все такое. Но поймите одно, что как бы у меня вот намерение построить отношения серьезно с вашей дочерью, типа серьезно, и как бы это ни было, как бы вот, все, не знаю. Ну хз. Да. Не, ну главное, что твои родители спокойны. Это хорошо. It's wedged shut. Это хорошо. О, болторез. Внезапная смена интерьера, это, конечно, классно. What the hell is going on? Зачтовщина происходит. Так, ну я немного застрял, но теперь все окей. Я в норме. Вроде бы. Got it. Это хорошо. Okay. Ну, главное, что в целом-то, типа, ну, дела хорошо у тебя. Это хорошо. Так, надо, видимо, экран включить. Второй раз стреляю, ничего не помогает. Эти глаза не исчезают. Окей. Ну все, пошли. Сейчас будем жестко пятнашить. Ух, балдеть, будем сейчас пятнашками. Мистер Медведь. I think I've seen this somewhere. Да, я это видел где-то, да? Погодите, что? Так они все крайние. В смысле?
А, вращать можно. А, ну тогда все окей. А то я уж подумал, бред какой-то. Наверное, так. Может, эти неправильно стоят? А, ну да. А, ну все. Так, и, видимо, вот эти вот местами поменять надо. There was something in the commonplace book. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. 3, 4, 6. 3, 4, 6. И что это означает? 3, 4, 6. Но они остановились. А, 3, 4, 6. Так, 3, 4, 6, 6. 4, 3. Так, вот тут получается 6. Вот тут 4. Вот тут 3. Жесть, я разбираюсь теперь, да? Зачем стеклом какая-то картина, и она что-то показывает. Это в коридоре сразу за комнатой Джереми. Я сперва еще думал, что у нее со зрением все плохо, типа такая какая-то красивая вообще ко мне подкатывает. Ну, и так явно. Но всегда инициировал встречи с разговором, тогда еще мой акцент плюс со слухом. Ну все. Угу. О, даже так. Ну да, давят они, конечно, жестко на тебя. Это даже как-то неправильно. Не, ну ты скажи конкретно им. Ну, мне так кажется. Я, конечно, типа все понимаю, но просто конкретно скажи. Типа, мол. Типа, ну, я, конечно, все понимаю, у меня учеба и там прочее, скажи. Ну так, типа, чисто скажи, что вот, типа, слишком наседаете. Слишком много давления. Ну так, как-то, не знаю, скажи помягче. А то уж что-то, ну, неправильно, как будто бы это все, да. Встреча с каким-то раввином и там прочее. Ну, не знаю. Ну, а так, если, конечно, не сможешь сказать, то да, обрезание уже близко, как будто бы. Ножницы уже рядом чикают с твоим членом, вот примерно вот так вот, крайней плоти, вот прям резко, очень близко, так, очень близко. Антон, да, понимаешь, что нужно конкретно сказать прямо, но на деле Хайдара стрёмно.
Думаешь, ливня, да из-за этого. Не, ну ты, блин, тогда знаешь, как, типа, подойди к этому вопросу. Скажи, типа, мол, я, конечно, вот как бы, ну... ну, короче, скажи, что у тебя, типа, там своих дел полно и все такое. Я как бы займусь изучением, ну, занимаясь в своем темпе со всем этим. И вот эти вот все ваши, там, типа, встречи с раввинами и там прочее, это как бы, ну... Меня немного, как бы это сказать... Ну, скажи прямо, меня это дерьмо все как-то настораживает и пугает, там, скажи. Мне некомфортно. Вот скажи свои чувства вот, в плане того, что некомфортно, блядь. И все такое. Думаю, так надо, да. Ну не будут же они как-то, ну, тебе резко плохо относиться из-за того, что у тебя, ну, как бы это... из-за того, что ты себя некомфортно чувствуешь, от того, что они на тебя так наседают, давят на тебя. И дальше это уж получается конкретно их проблема. И сразу день, короче, внушили, что она должна быть с таким челом, который вероисповедует их тему, поэтому мне кажется, что это хорошо, и так должна быть эта Энди. Кастерс, привет. Тоже думал взять эту игру, говорят, скучно тебе как? Ну, неплохая вполне себе. Пока все довольно-таки нормально. Просто не стоит читать все эти записки, там прочее дерьмо, я считаю. Я записок не читаю в этой игре. В этой игре действительно очень много записок. И без этого все вполне себе понятно, куда идти, чё кого. Ну... Пока окей, ничего сверхъестественного в этой игре как бы нет. С виду окей, нормально. Местами, конечно, дерьмовенько выглядит отдельные типа моменты. Но пока все окей. Ну, зеркало, например, как это вот выглядело. Это было странно с зеркалом. И половину сюжета в этих записках. Да не, насрать. Сюжета в этих записках особо... Ну, скорее всего, есть, но тем не менее. Я их не читаю, мне нормально, в принципе. Рычаг моста. Окей. Блин, и кто-то пернул моментально. Рыгнул и пернул. Че, тупо монстр появился тут? А, понял. Помогите, народ. Привет, ноунейм. Не, ну нормально это ноунейм, господи. Пускай пишет. Это окей. Человек хочет высказаться и поделиться историей, соответственно, он, конечно, ищет совета. Это вполне себе нормально. И я скажу вот так. Ну, ситуация действительно серьезная.
Ну просто знаешь что? Типа, ну, просто... Как бы я вот в этой ситуации, наверное, поступил, если бы это была моя первая девушка. Я, скорее всего, конечно, бы жестко цеплялся за нее. И, скорее всего, даже не то, чтобы ходил на всю эту тему, но я, наверное, ну... Я просто ставлю себя на твое место и попытаюсь представить всю эту штуку. Как бы это все происходило со мной. Ну, я, наверное... Ну, я, наверное, просто говорил бы каждый раз, куда я иду, своим родным, там, типа, знаешь, людям, типа, чтобы они знали, если что, типа, куда копов засылать, короче. Чтобы они вдруг, ну, не потеряли меня. Просто я, конечно, это очень, знаешь, на что похоже вся эта ситуация? Ситуация похожа на тему из разряда, типа, фильм ужасов какой-то. Ну, такой... Типа, типичный сюжет от такого рода. Еще чуть-чуть, знаешь, чем попахивает? Солнцестоянием. Помните такой фильм «Солнцестояние»? Там чел просто пригласил всех своих друзей там к себе, к родным, и типа там у них какой-то народный праздник, солнцестояние происходит. И там, соответственно, все полегли. Привет, Дон Станислав. Смотрел фильм «Карина»? На хайпе сейчас у нас. Карина? Ну, интересно. Я даже без прицела стреляю, ребята. MLG, что сказать? MLG. Да, дискуссии у нас тут серьезные. На вид эта штука... не френдли. Угу. Окей. А ты попробуйте мое положение, все-таки это... Не, ну вот знаешь, типа, вот красным цветом будет именно тот момент, когда они скажут, типа, мы тебе либо пенис чик, либо чё, ну типа, ну это такое. Вот это вот реально будет, типа, ну все, красный флаг, так сказать. Тут уже надо будет сказать, типа, блин, no. А, кстати, вообще, типа, ну, сама эта операция как происходит? Это же, типа, крайнюю плоть же режет, да, все-таки? То есть это кожу, да, по-моему? А не саму эту. Не сам хуй, как бы. Ну, сразу приходит, знаете, вот в голову передача той безумной женщины в очках по Первому каналу, которая крутится. Она что-то вот насчет крайней плоти там базарила много, я помню. Ну, в общем, такая типа штука была, то что крайняя плоть-то на самом деле была очень полезная. Она типа от инфекций всяких там, ну как бы это, дефола. Срач пропустил, что ли? Не, какой срач? Ты что? Тут у нас ситуация из разряда дел любовных, который перетекает в небольшой триллер. Да, я пошутил, обрезание не нужно пройти день. Ее отец первый день опытен, но походу сразу воск это было. Ну, да, ну. Ну, если без таких радикальных вещей, то как будто бы
Не так уж и плохо. Ну, не так уж и плохо. Ладно, короче, попробую попытаться пройти все это. Может, и к лучшему. Ну, возможно. Не, ну главное, что тебя не убьют. Главное же это все не перетечет в то, что, ну, типа, они скажут, типа, и... Ну, главное, чтобы это никому не навредило, то есть, понимаешь? Главное, чтобы никому не... А так, типа, знаешь, типа, если тебе рассказывают всякие разные истории и там прочее, то чё бы нет, ну, чисто, как я сказал сразу, это, типа, интересный опыт. Ну, вполне. По телефону доверия. Да, нормально, ноунейм, господи. Чё ты напрягся-то? А что нужно-то? В синагогу ходить и иудейство принять? Ну, видимо, пытается... Да, типа в религию. Человека толкает. Мол, прими. Типа, прими, братан, иудейство, и у тебя будет круглосуточный доступ святому из святых моей дочери, так сказать. Жесть, там ковер качественный. Я бы забрал. Блин, примерно с таким лицом Дау будет сидеть в синагоге. В полном охуевозе. Да. Ладно, шутки шутками, но... Ну да, ситуация, конечно, нестандартная. Я тут это хотел спросить у вас, потому что вы все-таки старшее поколение, как это, хотел узнать, может, совсем негативный генден. Я же, возможно, вернусь где-нибудь после учебы. О, ну блин, перестань. Типа, я лично с этим никаких проблем не имею. Ну, типа. Да. Просто люди разные бывают. Типа, я из разряда тех людей, которые, ну, типа, нормально, господи. Но, скорее всего, могут быть такие люди, которые к этому негативно отнесутся. Ну, типа... Ну, наверное, просто у них самих надо напрямую спросить. А чё тебя это напрягает, блин, вообще? Блять, тебя типа, чё тебя напрягает тут конкретно? Да о чем вы вообще? Да мы про то, что... И чё, коктейль Молотова? Я чё, умру? Да вроде нет. Все в порядке, ничего не напрягает. Ну я про это вот какие ситуации. Типа если вдруг типа начнут какие-то негативные вещи говорить, то ты такие у них прям напрямую спроси. Типа, прям напряг, чел. Не, ну в натуре делать что хочешь. Это все-таки как бы, ну, твоя личная жизнь и тому прочее. А то, что скажут какие-то утырки тупые, там, мол, типа,
Ну, не знаю. Ну, это полная хрень какая-то. Пускай уж своей жизнью разбираются, нежели чем другие там дела лезут. Ты таких людей вообще не воспринимай, которые типа там пытаются у тебя там чему-то тебя учить там прочее. Забей на таких реально. Блин, я в жиже был. Смог бы быть в отношениях девушек, которые реально приносят жертву животных. Ну тут это перебор, конечно, нет, конечно. Какой человек станет это делать? Ну, точнее, не то чтобы какой человек оценит, ну, блин, там главное, чтобы без какого-то дичайшего такого этого. Без какой-то такой дичайшей радикальной херни. Вкратце, у меня появилась девушка, она показалась этой своей белокровницей, они оказались людьми классными, но это чтобы я принял ее идею со временем. Да. Просто у человека резко, не то чтобы даже резко, это прям, ну, как-то очень жестко. Мощный выход из зоны комфорта, так сказать. Ну, короче, тут да, надо типа вот прям заглянуть в будущее, так сказать. Ну да, вот Дон тоже прав, в принципе. Это как бы мы сейчас так легкомысленно к этому относимся. А по факту это, скорее всего, это, ну, серьезная штука. Раз уж они так прямо со старта начали сдвигать такие темы. Это, да, это правильно ты сказал. Это ты правильно сказал. Ну тут реально несколько вариантов того, как это будет происходить в дальнейшем, типа развитие событий. Видимо, ты, скорее всего, в натуре будешь жестко, типа, подчинен тем религиозным темам в дальнейшей твоей жизни. А с другой стороны, ну как бы отношения, скорее всего, закончатся с девушкой, но у тебя будет классная история о том, как ты вдруг чуть было не стал евреем. В религиозном плане. Иудеем. Забавно. Как бы, да. Ну,
можно вернуться к тому, что я сказал еще ранее. Просто напрямую скажи им, типа, чё кого, и тогда будет, ну, окей. Get that thing out of my face. Если не прям скажут, типа, все херово, то... What are you не. doing here? I'm just a detective trying to find Так, я something called детектив, то есть найти какую-то Тареллу. Нам тоже нужен Джереми? Why? И зачем? I'm working for his niece. Я работаю на его племянницу, она хочет убедиться, что с ним все Might be окей. unharmed. Ну тогда, может, он и цел, но совсем не в порядке. He's a Джереми curse проклят upon Deseto. и Дерсету. Что за Дерсету? We go again. Ну и вот опять. Тише. Стрёмный какой. Да чё ты этот фонарик дрочишь? О, главное, сумку прихватил. Oh, Christ in heaven. Ладно, если просто отношения с девушкой закончатся, если будут дети, то вряд ли будут тебе дадут с ними общаться. Ну да, что-то прям вообще во всех отношениях не круто. Мастахин. Reflections. Ключ от гостиной. Так я же про это и пытаюсь донести, я не слишком серьезно к этому относиться. Я видел в их глазах ужас и в том, что я чуждый люд для них, но в то же время надежда, что смогут обратить меня, так что это тут сложно. Но это все может и нивелироваться по одной причине. Я обожаю и люблю, но если что, это моя первая любовь, мужики, мне 18 декабря исполнилось, наверное, и вы прошли через все это, да. It's wedged shut. It worked. Ну, короче, The barload. не стоит отцикливаться на своей первой любви. Это точно. What's this? Я так скажу. У меня было как бы, ну, много отношений. Но в основном все были недолгими, но первая, да, была как бы такой. Казалось, все особенно, все прям любовь до гроба и там прочее. Но по факту херня это все. В итоге сейчас у меня все вообще прекрасно. Now we're talking. Ну, она в итоге дробовик. Ну, это нормально. Но по факту... Huh? What? Дробовичок. Но по факту я бы, да. Я бы прекратил такие отношения. Тут как-то все слишком вертится вокруг нее и ее семьи. То есть тебя там будет мало, так скажу. Ты там чисто как бы это... как спермобак будешь находиться. Чисто осеменитель. И плюс один верующий человек. Типа как бы. Так что, да.
Что-то, да, как бы в это дерьмо лезть не стоит. Да, тут уже как будто бы прям... Еще много будут давить на эту тему, на тебя, то, что, мол, ты вот дал клятву, там прочее и так далее. Короче, начнут тебе прям мозгом пассировать по этой теме, и ты поплывешь вообще жестко. И, соответственно, на этом тебя заарканят, и ты там дальше, ну, не знаю, что будешь делать, но, в общем, ну, ты, считай, у них будешь такой... It worked. Как бы это сказать? Ну, я хз. Ну, такое, короче. У меня вот брат женился, также началось, просыпается в 7 утра, а тесть по кухне шарахается, пришел дочку проверить. Ну, вообще, может стать любой это, да, но ты сам смотри, просто вслух спроси себя, ты готов посвятить жизнь таким отношениям, и ответь себе вслух, сразу не думая, вот тебе и ответ. А любовь первая не значит последняя. Да. Ну, по факту, всем кажется, что она последняя, но по факту она не последняя. Раз уж вот ты, типа, ну, как бы спрашиваешь совета у, как бы, нас, типа, таких, как бы, людей какое-то время поживших, то мы тебе честно говорим, то так. Не стоит, типа, вот так вот свою жизнь прям радикально мощно менять ради первой девушки. И, соответственно, это, ну, скорее всего, все вольется в такую штуку, что в дальнейшем ты от этой жизни кайф ловить не будешь. Это даже, ну, это такой нервный смешок, скорее, даже не в плане того, что я просто... Это, ну, херовенько будет, мне кажется. Да. Погодите. Не туда, что ли? Господи, тут вентиль надо. Ну ладно. Jeremy? Лол. Давай, замерзнешь, придурок. У сквозняка сидит. The hell is going on? Where's the body? А где же тело? Ну, не знаю, исчез куда-то. Вот у сквозняка сидел, заболел, исчез. Все. Вот поэтому я вам не говорю, типа, не надо сидеть у сквозняка. Не дай бог тоже такое случится. Ну ты видел? Вообще не круто же. You know, Miss. It's another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. По-моему, это уже 4-й пятнашки вообще в игре, в которой мы сетили. Ну, типа, по числу. Реально, 4-й пятнашки. Если не 5-й пятнашки. Ну, первые пятнашки были супер простые. Ну ладно. Пятнашки пятнашками. О, кошка. Мяу. А чё, он кошек не любит? Что вы забыли на моей кухне? Уверяю вас, нет, клянусь вам, мистер Хартвуд, на моем кухне нет и не будет. И вас не должно быть.
Don't make me I didn't kick you mean out to- of this house. Sorry. Now get out! Конченая, что ли? Че нам ножом угрожает? Блин, я бы ствол достал тогда уж. Выстрелил бы ей в лицо. Напали на полицейское при исполнении. Бам! И все, блин, сука, лежит просто. Я бы еще сказал, теперь я тут готовлю. Ее лицо имаджинировали в этот момент? Я да. Классное лицо было. Папа. Ну чё посятик? Папа. Папа. О, Пойду допустим. звук-то. Звук-то. It's wedged shut. It worked. Сработало. Дробочинские. О. Так, Detective прихорашиваемся. Canby. Детектив Канби, как мило, что вы пришли. Позвольте налить Let вам me pour выпить. you a drink. Блин, ну детектив любит побухать, это точно. What happened here? Что здесь This place looks like произошло? it was hit Сюда by как a будто bomb. бомба упала. Добро Welcome to пожаловать the в психушку, madhouse, детектив. detective. Thanks. Спасибо. Did the ceiling just Тут что, collapse? потолок обвалился? I heard it was Говорят, на something чердаке in the слышали attic, какой-то шум, что something должно that было was произойти, supposed to но не happen, произошло. but didn't. Что привело к таким How последствиям. that could have such За гранью моего consequences is понимания. beyond me. The Честно truth говоря, я is, понятия не имею, почему I комната don't в таком know why состоянии, the но room я looks уверен, like ваш друг this. Джереми в курсе. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find Вы it? знаете, где его можно найти? Oh, Да somewhere где-нибудь in в his прошлом, past, полагаю. I suppose. Он без умолку твердил об этом He keeps своем going on темном about человеке. that Думаю, он от mysterious этого dark man. прячется. От него I прячется. think Или he is сейчас с ним. hiding from him. За Джереми не Or maybe уследишь? he's with him. I can't really keep up. Мне кажется, не вполне себе нормальный. Так. I don't worry much. Меня вообще мало что волнует. Вы только оглянитесь. Может показаться, что тут царит разруха, а я считаю, что это место наконец-таки пришло в But I гармонию. just think it's finally found its stride. It fits Теперь оно perfectly with соответствует the state of содержимому this place and its голов живущих тут психов. loonies. The Тут same тоже goes for the касается nonsense чуши, with которую несет Джереми. Мы наконец In приняли my eyes, собственную we finally необузданную managed to match натуру. the wild ride inside all of us. Well, I'm Что ж, я happy рад, to что у find вас the такой evening so гармоничный harmonious. вечер. Надеюсь, вы не I, против, если hope you я don't mind me исправлю setting things ситуацию. right. Jeremy's С Джереми, business, and разумеется. this Этот room зал looks выше beyond моих my возможностей. capabilities. Good luck, Удачи, detective. детектив. С нетерпением жду следующей Hope нашей to see встречи. you again soon. Окей. Yeah. Доброго вечера, мисс. Что-то читает. Спасибо, попытаюсь прийти к какому-то верному решению, но вот когда спрошу себя, у меня только один вопрос бывает. Ну, будет круто, если это навсегда, но в то же время понимаю, что мало у кого, конечно, так получилось. Ну, ты не думаешь, что ты как бы... Вот кажется, наверное, многим людям, что вот, мол, у меня первые отношения, и они типа до конца, и если я, ну, как бы придержусь этой темы и сохраню эти отношения до конца, то я, соответственно, буду типа, ну, как бы не таким, как все, и типа заебись, как бы, ну, типа, йоу, я крутой, типа, ну, как бы любовь до гроба случилась со мной, типа, как бы обо мне можно писать книжки и так далее. Ну, блин, нет, ну, просто сам подумай, типа, во что ты влезаешь. Тут просто ситуация у тебя особенная. Была бы другая какая-то тема, то я бы, наверное, конечно, сказал, да, борись за свою вот эту вот первую любовь, все такое, но тут у тебя, конечно, ситуация из того разряда, которая требует серьезных размышлений, правда. Ты не зря вполне себе задался вопросом о том, типа,
ну, вообще у окружающих спрашиваешь, типа, мнение. Потому что это серьезно довольно-таки, по правде говоря. Довольно-таки серьезно. Но лично мое мнение, что я бы от этого держался подальше, скорее всего. Я бы дропнул такие отношения, скорее всего. Я бы дропал. Ну, или, по крайней мере, не то чтобы дропал сразу моментально, а скорее всего просто, ну, поговорил бы, типа, с родителями еошными и так далее, типа, и с ней в первую очередь. Мол, типа, так и так. Ну, в общем... Вы на каком-то жестком приколе, я этот прикол, ну, типа, что-то не вдупляю, и что-то вы очень как-то жестко на меня наседаете, мне это не по комфорту и так далее. И как-то такое ощущение, что если я, как бы, ну, откажусь от темы или вообще насвяжусь в нашу жизнь, как бы, ну, точнее, мою жизнь с тобой, то в дальнейшем, как бы... типа в дальнейшем вся наша жизнь будет крутиться вокруг этой всей темы и так далее. Мне что-то вот вдруг пришло в голову, что, скорее всего, ну, у них батька такой, жестко требовательный. Все по его вот этой вот указке ходят, он любит прям контролить всю тему. И тут, когда ты вот, скажем, ну, скажешь, типа, мол, нихера, типа, мне неохота, нет, вообще не по кайфу и так далее, то он явно пылит, скорее всего, мне кажется. Возможно, он сразу в агрессию перейдет и скажет, мол, типа, что все, типа, тебе здесь не рады, там прочее. Человек несерьезный и так далее. Но по факту, на самом деле, это не так. Ты человек довольно-таки серьезный, раз уж, типа, поднимаешь такие вопросы перед ним. И задаешься вопросом о том, типа, к чему все это ведет. Ты об этом подумай. Если ты, как бы, ну, был бы человеком несерьезным, то ты бы сразу в это дерьмо влился, и в дальнейшем ты бы уже, ну, как бы, тусил бы в этой теме. Как бы такое себе, такое. В этих отношениях противоестественно то, что ты изначально ставишь себя в уязвимое положение. То есть в обычном браке ты будешь главой семьи, а тут ты будешь просто винтиком. Насколько тебя хватит? Ага, кстати, отец Рил такой, любит, чтобы все было под его контролем. Но он человек, конечно, крутой по ходу жизни. Костер, что ли, Рил, мужик мужиком. Но... ну, такое себе, правда. Свяжешь жизнь свою, типа, с этой семьей, ты просто будешь у него, ну, истерить, мне кажется, у этого чувака. Типа, будешь по КД все время бегать по его поручениям, там прочее. Делать все по его указке. И все те или иные какие-то решения в вашей семье, все будет идти через него, типа. Когда будет подниматься вопрос о том, типа, может, стоит спросить мнение моего отца и там прочее. Ну, типа, такое. Это не по кайфу такая тема. А погоди-ка. Я пошел не туда. Ну, кому-то, кстати, нравится так жить под каблуком. Не, тут под... не то, что каблуком, тут под ботинком, нахуй. Тут не каблук, а ботинок, чувак. Это ботинок. Под сапогом. Да. Под таким качественным кожаным с еврейским сапогом.
М. Он не лезет в отношения, он просто хочет, чтобы эту тему изучили, а так в остальном нет, наоборот, говорит дочке, чтобы прислушивалась меня. Ну, короче, You seem like a handful. Talk about Jeremy. да. Ты выслушал разные мнения по этому поводу и так далее. В общем, дерзай. Дальше все зависит чисто от тебя. Как дальше у тебя все пойдет. Это да. Ну тут хз. Говорю, у меня брат так было, там батя и дочка, жена очень тесно были связаны. Ну и короче, может рилс со временем начнут лезть и закороче. Будешь ходить в синагогу, танцевать там хоровод мужиками иудеям под Хавая Нагилу или 7:40. Блядь, еле объяснил, что у жены теперь новая семья, мол, нефиг лезть. Со временем мужик понял. Знаете, как они сделали эту тему? Зеркало. Как бы прикольно, типа, то, что они сделали, но с другой стороны, знаете, что тут происходит? Они поставили вторую камеру тут, короче. Ну, она как-то странно работает. Камера как-то неправильно установлена, то ли что. И как будто какой-то фишай стоит, что ли. И так с каждой камерой. А некоторые, точнее, с зеркалами. А некоторые зеркала еще и хуже выглядят намного, чем это. Тут боксер живет. Ну так они круто танцуют, да? Дон Станислав, скажи. Ну, то есть, ну, прям, там рейв, вечеринки, конечно, в синагогах вообще жесткие. Вообще жестко. Блин, там реально классно. Как-то через видео вловишь этот вайп и такой думаешь, блин. Может, стоит влиться в эту тему? Да. There's something missing. Окей. This must be that kid's room. Don't you worry, Grace. Why does she seem so familiar? Huh. Прикиньте, там еще ломалось бы все. Вообще было прикольно. Да. А тебе спасибо за историю, да. Спасибо, что поделился. What you got there? Чете. You drawing something? Рисуешь чет? Nothing special. Да ничего I'm особенного. just bored. Просто скучно. Do I know you from somewhere? Откуда тебя я знаю, блин? I remember you, Я вас Mr. Carby. помню, мистер Канби. From where? Откуда? Don't touch that. Не трогай. Кассандре это не Sandra wouldn't понравится. like it. She wouldn't Совсем like не it at понравится. all. Do you know where she Ты is? знаешь, где она?
I'd rather not talk Не хочу about об этом it. говорить. It makes me Грустно мне от upset. этого. Besides, she'll be back after И она the feast вернется of после St. Рождества John. Иоанна Крестителя. Ты думаешь? Yep. Да. It's all Все on на the листе, page, мистер Mr. Карнби. Conby. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. And many of them Одни для that жизни sleep in the вечной, dust of другие the на earth вечное shall awake, поругание и some to посрамление. everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ну вот примерно такие дети у вас будут. Как скажешь. I'm gonna go now, if that's okay. Ну, мне пора, I don't если вы like не to stay против. Я too хочу long in the остаться same place. слишком долго на одном Mr. месте. McCoffey might find me. Не то меня найдет этот бухой мудак. Погоди. Is he mean to you? А он тебя что, обижает? Not everyone needs to be saved, Не каждого Mr. нужно Conby. спасать, мистер You Карнби. should know that by now. Пора бы вам это понять. There's more of that. So this is where Cassandra Beauregard Так вот ended откуда up. исчезла Кассандра Боргар. Я-то думал, что она скончалась много лет назад. If I find the full set of bottles, then Если я maybe I can соберу make весь набор something out of бутылочек, the вероятно, я stains смогу of понять, что rot. гнили... Miss Блин, Beauregard. какая тупая головоломка. Мне просто в группе одноклассников про это невозможно обсудить все на приколе. Я в группе однокурсников вообще Unreal. Там я половину не знаю. С друзьями также. Либо хз, либо на приколе. М-м. Да. Ну, это такая, типа, проблема, я бы сказал. Которая даже и... There must be something important to find Ну, here. не знаю. Maybe it has something to do У with всех the по numbers. жизни такая, типа, тема. Хз. Как будто все стараются попасть, блин, в ТНТ плохие шутки или в Лигу. Типа, не знаю. It's another one of those strange padlocks. Такое ощущение, блин, реально складывается. Придурковатые какие-то все. Чего все стараются шутить по КД? Непонятно. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Так, короче, 2 дуги, часы песочные и сперматозоид. 2, 5, 7. 2 дуги, часы и сперматозоид. Это ты про меня прям. Фу, я ни за что не про меня со стороны. Так, все, погнали отсюда. Ну, баночка. Ну, тут, конечно, что-то прям не очень. Ванна смахивает на ванну из сияния, типа. Есть что-то такое. Так, ну чё, let's go в котельную. Нас там ждут пятнашки. И стали сатириками, да, стендапером. Время такое, извините, мы поколение не справимся со временем. Да не, это всех касается, буквально. Вот Гудзон, например, намного старше меня, к примеру. Или тебя. Но он тоже стендапер. Ну просто, видимо, это такой способ в нынешнее время ухода. I need the key. Не то чтобы от реальности, но, возможно, это такой способ потешить себя и как бы поднять остальным настроение. Даже когда это неуместно. Не знаю.
Ну и потом фильмы всякие такие выходят тоже. Мне кажется, влияет это все на людей. Насмотрят всяких там, не знаю, Стражей Галактики, и потом они такие думают, что они звездные лорды шуткуют как не в себя. Что-то сегодня в стриме шибко умный. А то ж. Да, время я бы тут написал. Мы в универе про эту тему проходили, но лень мы, скорее всего, знаете. Да не, на самом деле интересно. Ну, как-нибудь потом, я думаю, напишешь об этом. Но все же, честно сказать, интересно. А. Это ёпта что? Вот так, да? Так, солнышко. Солнышко в руках. Пи-пи-ри-пи-ри. Пи-пи-пи. Так. Во. 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 Блин, он как-то странно. Ну ладно, тут главное разобраться с вот этими краями. Да. А, во. Или чё? Блин, как-то странно. Вот это как будто бы подходит сюда, но... А вроде бы и так. Что-то. Ну вот это уже похоже на правду. Неужели вот эти вот неправильно стоят? Чего? 5, 7, 9. 5, 7, 9. 5, 7, 9. 5, 7, 9.
Так, я, короче, случайно попал в Ранхикс, а именно в государственную политику и управление день. А, да, что-то такое рассказывал. Там, короче, про все волны волнений и так далее, всякие теории общественного управления. Да, я настроюсь с примерами и теориями. Не только у нас, но и в мире. Все это делается искусственно. Нихера себе, интересно. Интересно. Слушай, а тема интересная у вас там преподают, а я уже думал... Не так интересно, по крайней мере. Так это что-то в котельной внутри? Не думал, часов. Надо что-то сделать. Оказывается, нет. Ну, это, конечно, очень странно, вот то, как сделана эта игра. Ну, в плане сюжета хотя бы, да, как оно идет, перетекает во всю эту тему. Переход во всю эту тему, он какой-то резкий, прям, слишком резкий. 5, 7, 9. Так, сначала 9. Беспардонно, резко. Семь. Пять. Да, сюжет примитивный какой-то, мне не зашел. Черное стекло показывает какую-то еще одну комнату. Это должно быть путь в следующие воспоминания Джереми. Я чисто ради локации играл, это разнообразно. Ну, визуально все окей, вполне себе, да. Не то чтобы, ну, просто, знаешь, сюжет, возможно, сам по себе нормальный, но в плане повествования он пипец какой-то неровный, просто... Ну, очень неровно повествуется. То есть переходы от темы с переходами вот воспоминаний и там прочее как-то странно сделано. Тема насчет монстров тоже супер как-то странно сделана. Ну то есть никто ничему не удивляется и как бы всем окей. Хотя бы в каком-то таком, ну, эмоциональном плане, типа сделать героя чуть более живым, чтобы он конкретно охеревал с этой ситуацией, типа, знаешь, чтобы он не был, типа, чисто зациклен на том, чтобы надо найти, типа, дядюшку этой моей клиентки, ну как-никак $150 оплатили. Блин, типа, ты просто, сука, путешествуешь по каким-то воспоминаниям и по каким-то тупо мирам и стреляешь в каких-то, сука, монстров. Тебе это не парит, ты не удивляешься всему этому? Ну, как будто бы нет. Привет, Стасон. Ну чё, как? Не, ну вполне себе окей, но в плане повествования игры и сюжета, и как бы эмоциональной отдачи главного героя на происходящее вокруг, ну... Получше бы сделали, и игра бы вообще иначе игралась бы. Я тогда один вечер поиграл, больше не играл. Ну я вот только вот сегодня начал тоже, и как бы... What's this? Now what do we got here? Got it. Ну и как бы... Не знаю.
Игра сделана странно. Знаешь, в каком плане странно? Оно... Ага, обага. Да, какая-то странная у него рука длинная. Видимо, им этой рукой он бьет. Короче, им стоило сделать ту же игру, что была создана в 1990 каком году? Седьмом или каком? Я точно не помню. Она еще на досе выходила. Была довольно-таки неплохой и стрёмной очень. Я в оригинальный Alone in the Dark играл и чуть было не обосрался, реально. Очень стрёмная игра была. Я ее один раз запускал, обосрался, так сказать. И все, больше к этому не прикасался, потому что было очень стрёмно снова возвращаться в эту игру. Там буквально заходишь в особняк, и где спустя минуту или около того, музыка еще такая тревожная была, и какая-то хрень на тебя просто бежит, и ты просто в ахуе пытаешься убежать от него, и он тебя просто настигает и ну, просто вздрючивает тебя конкретно. Было очень стрёмно. Но также я еще, конечно, скорее всего, обосрался от того, что это вообще, по сути, была одна из моих первых, типа, хоррор-игр, в которую я играл в принципе. Так что, по идее, это и не удивительно, что я обосрался. Но тем не менее, атмосферка там создавалась довольно-таки густая, интересная. А эту вот самую вот атмосферу они вот в этой игре, ну, потеряли путем чрезмерного экшена, который как будто бы тут не то чтобы не к месту, он, ну, или скорее всего не к месту. Он странный тут какой-то. Нечто. Ты за 2 часа до сюда шел? Да. Я что, 2 часа всего лишь стримил? Лежать, псина дерьма. Вот и все. Ультимативное оружие майнкрафтеров. Кирка, ёшкин кот. Лежать плюс. Залипал на крутилках. Ну да. Чел, я воду пью. Капец он, конечно. Беспардонный. Спокойно воды попить не дал. Напал на меня. Красться? Зачем? Кого мы... Его, что ли? Да он даже этого не услышал. Смысл красться, если мы, ну, не хотим красться? Йоло! На! А, у меня кирки не существует в руке. А, она есть, подожди. А почему не бьем? Да, баги тут игры интересные, но нормально, не критично. Пойдет, пойдет.
Я еще в начале какой-то ложный вайп словил от того, что я как будто бы отчасти, ну, в приятном плане вайп Evil Within ловил. Но, как оказалось, типа, это не так. Если не добавляют врагов таких, ну, им надо было как-то забалансить все это, типа, нормально. Чтобы они страшными были. В Evil Within враги были страшные. Каждая мразь просто, ну, стоила тебе больших усилий, чтобы справиться с ним. А их нападение, и вот это вот все, это было прям, ну, неприятно. Каждая стычка, в общем, была из разряда все или ничего. А тут ты такой, ну, типа... Тупо Рэмбо, что ли. Я супер уверен в своих силах. Возможно, ситуацию решила бы какая-нибудь типа тема с босс-файтами или что-то в этом роде, но пока босс-файтов не было никаких. А головоломки все довольно-таки примитивные и, ну... Будет ли на тебя тратить патроны вообще? Нет, наверное. Хотя... А, он ушел. Навстречу ко мне, видимо. Я хотел его лопатой отоварить хорошенько. Так, хилимся. Да ты что? Ай, боюсь, боюсь. На, у меня лопата внезапно в руке оказалась. Что ты скажешь на это, блин? Аржаков Гейминг. Тетя здорово, здорово. Здравствуй. Спасибо за подписку на ютубе. Большое спасибо. Юля... Юля Сасима, спасибо большое за подписку на Нуме. Большое спасибо. Так. Погодите, а куда я вошел в прошлый раз? Я такой стоял. А, вошел сюда. Ну, тогда мне сюда, наверное. А, не, по идее мне туда, но... Ну, давайте заглянем мне сюда. Why not? А, я отсюда пришел, наверное. А, ну да, все правильно. Да, все правильно. Отлично, подписка оформлена. Большое спасибо. Так, стоит перезарядить мой дробовик. И мой верный револьвер всегда наготове. А в чем проблема? А, вот так вот, наверное. Да, я не то нажал, Так, слава богу, они позицию сохраняют. Да. Отлично.
Не, ну это... Да вы чё? Реально? Они просто... Да это досада какая-то. Игра такая, как будто бы... Он чё, ни разу не умер за все время прохождения? У нас рука 50 этих самых мощных монстров. И пускай они его убьют. Ну что ж, это реально сработало. Но, видимо, тут идея такая, что мне нужно бежать. Да, надо просто бежать. Да, товарищи, дайте пройти. Дорогу! Дорогу чертом детективу! Ну ты не стой, дурак, гондонский! Ну, пожалуйста, иди вперед! Господи, хитбоксы в этой игре, конечно. Завалило проход, да, сзади? Ну да. Суету навели, конечно. А мы лечимся с помощью алкоголя, что ли? What do we got here? Просто учитывая то, как наши главные герои любят подбухать, то, ну, как будто бы так. Ноты. А что я в итоге получил? Устаревшие предметы помещены в архив. It was Отображение текста, бонус за комплект. Эти не надо. Пропавшие дети. The lone and the lost walk a land of fear. Погоди, что? Да? О. Я когда нашел эту тему, открылся шкаф с дробовиком. Это так работает в натуре. Разблокирует скрытые воспоминания в чердаке. Ясно. Не, ну это любопытно. И странно. Одно другому не мешает, как бы. Thank God that's over. Так, проверим снарягу. Так. Я тут ходил. Я тут ходил. Так, я тут, по-моему, все осмотрел. This doesn't look good. Не нравится мне это. Блин, какая-то женщина валяется с коляской. Она мертвая вообще. Кассандра Боригард. Это Кассандра Боригард мертвая лежит. Вот и нашлась она, видимо. Насколько я помню, Кассандра Боригард, по-моему, была одной из пациенток этой психбольницы, в которой мы находимся.
Угу. Окей. А, или это Кассандра Бурика? А я вообще не понимаю, кто есть кто. Не буду гадать даже, короче. Да и как будто бы мне не плевать. Будем честны. Please don't touch her. Пожалуйста, не трогайте. Джереми, что вы тут What are you doing делаете? here? Everyone's looking for you. Я вас I ищу. know, it's Да я all знаю, ну mess. вокруг царит хаос. No one Никто не understands. понимает. Я I'm просто just пытаюсь trying to держать keep зло в evil at bay. узде еще хотя Just бы for a little while ненадолго. You've gotta come back with Вам me. следует вернуться со мной. Ваша племянница ждет вас в Дерсета. Эмили? Why Ну зачем она? Мое письмо. Я делаю все только хуже. would it worse? What is going on, Что происходит, Джереми? Как все это вообще возможно? I mean, Я дал слово кому-то ужасному. Обещание, точнее. Темному who человеку. is he? А кто он такой? Нет, не произносите его имя, он слышит. Он всегда слушает. He's always listening. Jeremy, Джереми, I need to understand я what's понять going пытаюсь, on. что тут происходит. I promised Я to пообещал ему все. Когда взойдет солнце, я останусь прикован цепями в его засыпанном пустынном храме навечно. temple for an eternity. Но хотя бы зло, что пробуждается Дерсета, не причинит вреда никому за пределами этого проклятого места. Outside of that gossip place. You're acting crazy. Джереми, да вы же бредите. I want to help. Я вам помочь хочу. There's nothing you can do. Да вы ни хера не What's all the сможете. business about А что Terraway? насчет Тараэла? Why Зачем do вы you хотели wanna go there? отправиться I туда? can't go there. Да я ж не могу. I'm not allowed. Мне нельзя. But you want to. Но вы же хотели. Я могу туда попасть. Скажите. Там я сумею разорвать пакт, забрать данное вами слово. Что-то же я могу сделать, чтобы Why would you вам give me помочь. hope? Зачем вы вселяете в меня надежду? So cruel. Это ж жестёко. Okay. So Хорошо, we're on значит мы на верном пути. What И чё же you- мне... Out! Behind you! Эй, сзади, смотри! Run! Don't let Беги! him take you! Не дай ему забрать тебя! И в итоге он меня просто нахер убил. Об костяк ударил. А, кстати, она вернулась в кровать свою. О, I've seen so many strange occurrences lately. Memories. любовное письмо от Джереми. Ключ от багажа. Хартвуд. She's dead. Мертвая. Неважно, как именно она умерла, но вид у нее умиротворенный. Так, ну-ка еще раз, как ее звали? Элизабет Героси. Elizabeth. Disappearance. Must have been 15 years Press ago. F to Elizabeth Case. Girls. Так, ключ от багажа. Да не туда, нам сюда. Линза Барлоу. А, Why would he lock that up? ой, дай вспомнить, где она была. По-моему, она была. Ну, это типа телескоп. Так. Так. Наверное. Да вот где-то внизу, что ли, была. Или в этой комнате. Точнее, в этом крыле. А, нет, это There's something missing. комната микрочелика. Это комната какого-то... А, скорее всего, доктора этого самого Грея. По-моему. Ну, короче, вот не стоит забывать про этот сраный глобус. Скорее всего, нам придется еще и с этой темой разбираться. Так, мне очевидно сюда куда-то. А куда наша напарница подевалась? Наша нанимательница? Вообще непонятно. There's no way I can get into this thing.
Better leave it alone. Ну, благо он подсказывает, говорит, типа, не стоит вообще даже прикасаться к этому дерьму, у меня нет шифра, типа. I need the key. Ключ. Так. Давай-ка сюда. Вот как будто бы я близко где-то тут. Блин. Там. Да, вот здесь, вот здесь. Обалдеть. Вы прикиньте, как далеко приходится бежать. Оу. Супер пятнашки, балдеж. Найс. Я же зашел поиграть в супер пятнашки, а не в хоррор. Как будто бы, но да. Я всегда хотел поиграть в пятнашки. Как говорится, будьте... Дом, конечно, огромный, я просто пытаюсь осмыслить, сколько труда нужно, чтобы все это построить, эти интерьеры. Ну, вообще, типа, да, но, как бы, ну, как-то вот мне обидно за людей в плане того, что, типа, нахера они это делали, типа, с М4.1. Ну, слава богу, теперь оно само крутится. Типа, вдруг они поняли, что мы душим игрока, типа. Видали, да, как разработчики вдруг поменялись? Решили сделать по-другому. Щадящим образом отнеслись к игроку. На половине игры или типа того, я не знаю. Странно, конечно, странно. Ну, если уж душили, то душили бы до конца, я не знаю. Что-то вдруг решили изменить все. Here we go. Oh, here we go again. Глава 3. Ну, еще больше дома, богу дома. Мечта риэлтора просто. Рад видеть, что вы добрались. Меня терзали сомнения новые. Вселили в старика надежду. Полагаю, это и есть Таруэла. А вы кто такой? Меня Хуан Луис Хорхе, а это в самом деле монастырь Таруэла. Прошу меня простить, но Ереми не упоминал вашего имени. Меня зовут Эдвард Карнби, я частный детектив, и вы ведь не пациент, верно? Нет, я автор книги, которая однажды показалась Еремии важной. И как это работает? Которая часть его воспоминаний — это вообще воспоминания? Полагаю, будет куда более верным считать меня, да и монастырь Таруэла воплощение подсознания Еремии.
I'm a man Я Jeremy тот, has с кем never же met, Еремей никогда не встречался. and we А are мы in a place вместе, that he has never been. где он никогда не был. Okay. Ладно, So you here вы to здесь, чтобы guide меня me or направить на something? путь или что? I have no more Да, purpose у меня than you. цели нет. Я просто I существую. simply am. Конечно же, я буду рад вам помочь, I если will смогу. happily help you, of course, if I'm able. If you are already Раз вы в somehow каком-то part of смысле Jeremy, часть Жеремии, то why зачем did he он want хочет to come? попасть сюда? Isn't he sort of Он here ведь already? и так отчасти здесь. Jeremy wanted to come Еремия here хотел because it's a прийти сюда, потому representation что of это his место mind образ at спокойствия в peace. его разуме. When Когда Dr. доктор Gray Грей asked him to find his просил focus during his сосредоточиться во время sessions, сеанса, Еремей представлял this far-flung эту convent is what уединенную Jeremy обитель. imagines. He is under the Он impression верит, что that если if he сумеет could добраться сюда physically come физически, here, то обретет he would абсолютный reach покой, a perfect вознесется equilibrium, духовно. a spiritual apotheosis. You don't think it would work? Но вы думаете, что это не Jeremy сработает? subconsciously Подсознательно и knows сами just Еремей wishful понимают, thinking. что это всего лишь He мечта. can't come here. Он не может сюда Despite попасть. the pathways Хотя темный opened by человек и the связал dark man Дарсета с between разумом their Еремии, Seto and это Jeremy's попросту psyche, невозможно. it's simply not possible. But I'm here. Но я-то тут. Indeed. Безусловно. Жаль, shame что it's для just вас, another place детектив, for это you, лишь detective. очередное место. В Otherwise, противном you случае could вы have бы стали become Буддой. Buddha. Always a bridesmaid. Всегда на never вторых a ролях, blushing никогда не на bride. первых, да? Am I right? Yes, Полагаю, что да. Придется вам искать просветление в другом месте. So what's the next best И что thing? теперь? What can I do here? Что мне здесь делать-то? Отыщите библиотеку обители и попытайтесь узнать правду о том, что связывает Еремея и темного человека. Он подавляет эти сознания, и потому-то и не в состоянии Wait. Почему вы сами это не расскажете? Мне подобные вещи неведомы. Для ответов я просто лучше вам изучить работу доктора Фрейда. Нет, спасибо, не вижу мозгоправа. Вам следует знать о библиотеке еще кое-что, он тоже здесь. Темный человек уже долгое время изучает эти тексты. Очень долгое время. Окей. Он здесь? How am I supposed to get past him? И как мне до него добраться? Будьте осторожны, детектив. Oh, Jesus. Блин, ну охеренно просто. Ну, то есть нам его, по сути, избегать надо. Че, впервые стелс-миссия пошла? Че, вот так вот будем ходить, да? Вот так? Вот так вот, да, предлагаешь мне ходить, да, чел? Вот так, да? Может, посоветуйте, как справиться с темным человеком? Полагаю, это сработает метод подавления. Просто не обращайте на него внимания. Игнорить его. Ну, Настя, блин, просто советчик, конечно. Просто... Ладно. Постараемся игнорировать главную угрозу. Как вы посоветуете мне защититься от насильника? Просто игнорируйте ее. Как вы посоветуете мне избавиться от грабителя? Просто игнорируйте ее. Как вы посоветуете мне избавиться от геморроя? Просто игнорируйте его. Да ладно. Как будто катсцена. Так по-особенному зашли сюда. Блин, ощущаю себя Ларой Крофт. А вот это немного стрёмно, если честно. Вот если бы не побольше вот такого вот типа делали, а не того, что вот насрали 150 мобов. Не, вообще, знаете, что ощущается? Как будто бы они курс сменили. Привет, кабачок. Они как будто резко курс сменили, короче, эти разрабы по ходу создания игры.
И вот на этом моменте, в 3 главе, вот в этой, ну, они что-то прям такие взяли и такие, давайте сделаем нормально, по-человечески, по-хорошему. Какой-то такой стрёмный вайп добавим там и прочее. Это все-таки хоррор-игра. The great Lord. Как-никак. И да, что-то меня здесь стату напрягает, все такое. Они стрёмные. Мне впервые в этой игре что-то напрягает. Страшные статуи, да? Страшные статуи, да? Нет? Статуи выглядят так, будто окаменели на ходу, да. Не такие. Причем еще расставлены в таких местах. Ну ща, подожди. Я в эту дырку пойду, но... Ключ Губерта. Зараза, Джереми обязательно было проявлять свои самые худшие... Ну, мне сказали игнорировать его. Да. Александр Бурцев, здорово. Что за игра? Один в темноте называется. Вот теперь-то вы со мной. Мне не страшно, ни теперь ничего. Не боюсь я зла. Так, он заскриптованный немного. Меня так таким образом долго еще бегать будешь. Ну ща, погоди. Напором не возьмешь, короче. Ну я в него ни разу не выстрелил, если что. Мне на него полностью насрать, я типа реально игнорирую его. Тупо на характере пробегаю мимо него. И чё?
И кого? И где? И как? Ну, как будто бы, да. Да, вообще приятный мужик, да. Ну, просто он такой, типа, ну, любит показывать себя важным. Типа, я такой хожу важный. Царь во дворца, царь во дворце. Ну, такой вот он, этот темный человек. Ну, за это его хейтить, конечно, не надо. Да, ребят, и что-то это... Кальян. Да. Будь у меня под халатом кальян, я бы тоже себя важным чувствовал. Погнали. Че это? На дворе стояла жаркая осень, я шел сквозь ночь среди неуемной толпы. Он был кем-то вроде странствующего артиста, выступавшего в публичных залах, вызывающего всеобщий страх. Адрес мероприятия в Новом Орлеане безвозвратно утерян, но в памяти отчетливо мелькает упоминание судоходной компании Прекст. Эй, стой, эй! Да он читает просто. Воу, он чуть не выстрелил в себя. Ёпта, это же Лунтик! Жесть. А он, видимо, давно родился. Раз уж он такой. Я был так близок. Судоходная компания Прекст. Удачи вам, таких. Слава богу, вы здесь, детектив. Сидеть одной в таком местечке. Я не переживу, если об этом пронюхают газеты. Привет, Рут. Верно? Только не притворяйтесь, что не знаете. Уверена, вы на меня успели уже целое досье собрать, детектив. Полагаю, мы не представились должным образом. Я Рут Таллент. Мисс Рут Таллент, если вам интересно. Это же актер, который сыграл Красного Стража. Да. И в этом очень странных делах был. Уверен? Я уже свою норму выпила. Отличная хрень. Я знаю, у меня отличный вкус, детектив. Слыхал, вы пытаетесь разорвать общение с Джереми и Темного Чувака? Да, вы что-нибудь знаете об этой теме? Нет, но вот что любопытно. Если он дал обещание, почему бы просто не сдержать слово? Он то не кусяран курить нельзя. Вот они, дурачки, курят. Умрут скоро. Слушайте, я просто хочу вытащить Джереми из переделки. Но на крайний случай... Ничего делать? Это знак подчинения Темному Человеку. Приснился мне однажды.
I saw it in a dream once. What? Чё? Ну все, она бухая, короче. You don't know the Pregs. Ну, случайно ничего не слышали из доходной компании Pregs? I do. They Слышала? made big money Они during the сколотили war. целое состояние во время Their войны. waterfront office is А вот их just over офис, there. кстати. Do Опачки. that. Как вы это сделали? Чё именно, детектив? Bonjour. Боншанс. Hey, Стой. А вы часом не видели Эмили Хартвуд? Are you trying to Хотите make стать me нервным jealous, водителем? detective? Не, я никогда не видел No, I вашу haven't seen куколку. your doll anywhere. Ну вот она, кстати, качественно сделана, между прочим. Выглядит живой прям. Да и герой местами иногда бывает, но, блин, все-таки какое-то у него прям лицо кирпичом иногда. Не двигается у него лицо, я скажу. Pregs Shipping Company. Судоходная компания Pregs. Записи, найденные в Тареле, указывают на темный, что темный человек как связан с представлением, которое Джейми посещал в Новом Орлеане. Уверен, там есть адрес. Ладно. Ну, явно мне сюда, но давайте через парадный попробуем, раз уж мы тут. It's locked from the other side. А кто удивлен? Кто удивлен? Ну, блин. Никто, я думаю. На. Минус лопата, плюс лопата. Дисковый магазин. Это как? О, Томпсон будет? Томми Ган? Я вас правильно понял? Обломки. Hey, Ну и дерьмо, а не оружие. Весло. А! Стоит выпить за это. Туннель канализационной системы переходит прямо под создание судоходной компании Pregs. Готов поспорить? Мы пойдем в канашку, да? Да, это точно. Так, стоит вернуться за веслом. Весло. Вот интересно, вот есть скрытное передвижение, есть и скрытное убийство, раз в таком случае. По справедливости должно быть. Так, погодите. Я же это... был в этом здании. А, тут так. Понял. Пойдемте через служебный вход. Но для начала стоит осмотреть доки. На наличие патронов. И прочих приколов. Нужен ключ. Еще лучше бы дали пулемет Дегтярева, такой с диском сверху. О-о-о. Было бы славно, да. Было бы славно. Чернильная лента.
весло или кувалда? Думаю, выбор очевиден. Да что так много ворон? Угу. Ключ с Тивидором. Я тут заметил одну прикольную тему с оружием, ну, ближнему бою. Сейчас хочу эту тему выяснить на full 100%. Мне что-то не нравится, что в играх типа резика это дефицит патронов. Вот если бы сделать там море патронов, мочил по типу игры Alien Shooter, вот это было бы круто. Ну, по крайней мере, было бы любопытно, да. Кстати, кувалда сразу восстановилась. Она, ну, была повреждена, а сейчас она фуловая. Стоит только заново ее подобрать, и все. Оружие как целое. Прикольный баг, да? Не, ну у них хитбокс дерьмо, если честно. Я вообще не мог выбраться, меня заблочили вообще. Ну да, вы полетите за мной, да? Ха-ха. Не верю. Разраму было по-любому насрать на это. Ну типа... Не, я не хочу делать новую анимацию того, как эти монстры будут ползать на корточках. Вы что, конченые, что ли? О, мистер Паук. Канализации, пауки. Вот что действительно классно. Вот что действительно круто, да? Патроны кончились. Ну ничего, патрон дробовика у меня просто до хера. Меня где-то вот не сможет обидеть, где-то 9 монстров меня не смогут обидеть. Но 10-й меня обидит, потому что у меня патроны кончатся.
Вот 10-й меня прям обидит. Но все 9 будут обижены мной, наоборот. Им придется писать, не знаю, жалобу на меня. О том, что я, мол, пользуюсь имбо-пушкой. А, нет, все. Спасибо за пистолетный патрон, игра. Я уже думал, мне придется 150 лет бегать по канализации, а адекватно как-то все получилось. Даже удивительно. Не ожидал такой адекватности от этой игры. Кочерга. Но кувалда как-то все равно покруче будет. Так. Пожалуйста, Томми Ган дайте. О, спасибо, спасибо. Томми Ган. Прям как заказывал. Блин, что там было написано? Влево на 4 шага, вправо на 5 шагов. И в ужас опять прийти. Влево 4 шага. Вправо 5 шагов. А, блин, я неправильно делаю. Так, влево 4 шага. Вправо 5 шагов. И вот так, да. Манифестон. Вот он, адрес, где Джереми впервые встретил темного челика. Монстры сами виноваты, могли бы прибрать патроны, чтоб не валялись где попало. Как пришлось всю игру ходить с лопатой. Вот ты умный. Ну бывает, да, такое. А я в интернет лазил. Цените, цените, вот... Да, вот такой вот я. Стример у вас. Вот что называется заняться сексом, но бесплатно. А? Антон, там это, как его, горючие смеси всякие были в бутылочках. Я их раскидал, они загорелись. Вот так вот и живем. Да ладно, это Джереми? Сидит.
You want to tell me what this is all about? Не хочешь объяснить мне обо всем этом? Welcome, detective. Добро пожаловать, детектив, на самое грандиозное шоу по ту сторону Миссисипи. Nyarlathotep, темный фараон, древний колдун, что прожил 1000 жизней и носил 1000 масок. Понимаю, чего вы называете это его темным человеком, иначе вы не выговоришь. Выходит, вы испугались какого-то фокусника, который теперь живет у вас в голове? Да угорайте сколько угодно. На безумие здесь вы, если вы считаете, что его присутствие можно игнорировать. Да осмотритесь вокруг. Ну, мы не закончили наш разговор, верно? Вы хотели мне рассказать, как разорвать договор с темным человеком. Да мы ж не можем, иначе впустим ее в наш мир. Погибнет множество невинных душ. Но ведь должен быть способ как-то разрушить договор. Ну, способ-то есть. Он предложил выход, описал шаги. И что за шаги? Вы их не найдете, они навеки погребены в его засыпанном пустынном храме. Джереми, я ж тебе не враг. Скажи мне, куда идти и как найти этот сраный храм? Нет, мы же не можем. Я обязан принести жертву. Да ёшкин кот, Джереми, я ж тебя спасаю, придурок. Не. Капец, у меня черный пистолет. Черный пистолет. Черный пистолет. Как спасти того, кто не желает быть спасенным? Что ж, как бы то ни было, я все равно его спасу. Мне просто надо когда-то искать этот сраный храм. Так, как это было? Так. 5. Так, 5. Видимо, 2, 5 и 2, 5 и 8. Да. Так. Господи. 2. 5. 8. Куркума. Ключ? А, открылась. Вот теперь я точно Лара Крофт. Мы теперь в гробнице фараона. Вах-вах. Отличный способ попасть в Египет. Бесплатно. Я думаю, мы скажем несколько раз египетская сила, да, ребят? Египетская сила, наверное, мы скажем. Много раз, наверное. А у темного человека, кстати, по-моему, египетская сила и есть, кстати. Он очень такой. Анкер. Так, надо, видимо, как-то обрушить эту тему. А, нет, наоборот. Мы там
Цепляем веревку, спускаемся вниз, скорее всего. Ну, смотрите, снег, след даже остается на песке. На снегу, говорю. А вот и веревка. За пределами долины Нила. Дисковый магазин. Понятно, какие враги тут будут. Какие-то скоробеи дерьма. Sunken Desert Temple. Веревка упала полностью. Канопа. Да, я же говорил, скоробей дерьма. I got a feeling this is it. This is where the contract is hidden. But how do I get to it? Маленькие шкатулочки, в которых ничего нет. Горизонт. This one looks operational. Прикольно. Это забавно. Ну, блин, так-то вообще прикольно сделано очень. Египетский храм хорошо сделан. Мне даже захотелось как-то, знаете, посетила такая мысль, что было бы круто летать в Египет, чисто глянуть на этот странный, ну... Ну, поняли. На пирамиду. Изнутри. Хотя изнутри, наверное, там какой-нибудь гид мне скажет: тащи, плати $1000, я тебе обязательно там, типа, блин, а на самом деле там, типа, все это делать, типа, ну, бесплатно, например. Я наслышан о том, что там вообще очень плохо со всем этим. С туризмом в Египте. Жестко пытается нагреть всех на бабки. Без устали, без остановки.
Ауч. Да где тут дерьма кусок? Он типа в текстуру залез? Да, он в текстуру залез. Не, он был в текстуре, он где-то вот тут в потолке летал. Ай. По-моему, это так не должно было сработать. Ну, то есть я вон ту дверь не должен был открывать, по-моему. Что-то я хитбоксом попал на луч такой. По-моему, так не задумывалось. Так, видимо, надо как-то спускаться. Звезда. Игра сюжетно, а вот боевка очень слабая. Ну, сюжетно-то, как бы, сюжет-то, наверное, в общем и в целом-то окей, но то, как она подается и вообще это, ну, как она сделана в этом плане, это вообще, конечно, печально. Но в том смысле, что как-то эмоционально главный герой-то не особо в ахуе от происходящей ситуации и там прочее. Короче, повествование как будто бы немного хромает. Ну, боевка, ну, типа такая. Окей. Если бы дали немного как-то, ну, значимости этим боям, всем этим файтам, и вообще, почему враги такие, они никак иначе и так далее. Логики нету. Была бы логика всяким разным таким вещам, цены бы не было. Реально, было бы супер весело играть. Было бы прикольно. Не, и так играется хорошо, но было бы лучше, понимаете? Вот было бы лучше. Еще лучше. Оптимизация говна, еще что-то. Мне в начале, когда я стрим запускал, игра дико тормозила во время стрима. Там стрим тормозил даже, я бы сказал. Но я сделал кое-что с FPS-ами, вертикальной синхронизацией поставил, всякое такое.
Графику вообще не трогал, и игра вдруг заработала нормально. Какая-то тема с FPS-ами тут, короче, есть. Непонятная. Что-то ей не нравится в этом плане. Ну и хитбоксы полное дерьмо, это точно. Хитбоксы какие-то вообще непонятные. Огромные какие-то вообще. Иногда вообще просто невозможно обойти врага. И непонятно почему так, а не иначе. Блин, а что там лежит? А, кувалда. Подождите. То есть я должен был покрутить эту херню? Это я пробежал мимо. А, не эту херню, вон ту херню. Да, херни тут много. В каждый камешек надо... Боже мой. А ты, значит, в левое ухо, да, светишь? Ну да. И теперь мы с помощью этого светим в пол. Египетская сила. Черный луч. Надо спешить. А я правильно иду? Вроде да. Ясно. Блин, скоробей дерьма. Уйди нахер. Ясно. Да, я уж понимаю. Ща, подожди. Не, ну что это такое? Пошел вон. Не, ну, блин, я на тебя дробовик потратил, так что ты умрешь. Это уж принципиально, блин. Что происходит? Так, что там?
И мне проткнуть этим маленьким кинжаликом темного челика? А, вот инструкции к применению. Признать психологическую травму, прорваться через барьер самообмана, умерить маниакальное поведение. Это условие темного человека? Контракт? Так темный человек пытался вылечить его? Через этапы признания проблем и все такое. Да не кушай меня. И в Америку, короче. Обратно в психбольницу несут. Нормально. Глава 4. Донесли реально. С Египта в Америку. Прямиком сюда. Блин, где ты была? Я кое-что нашел. Вау. Нашли и сразу выпили? Боже, нет, из меня сейчас чуть дух не вышибли. Кажется, я знаю, как разорвать контракт с темным человеком. И что это значит? Вернется на круги свои. Как скажете, я выяснил еще кое-что от Дерсета и пациента. Здесь творятся очень странные вещи. Я абсолютно верю, что двое из пациентов Анда вроде как перестал беспокоиться. Ну что тогда глядите в оба, наверное, еще раз. Чем вы занимались? Джереми заключил с темным человеком пакт, чтобы все это безумие стало запертым внутри Дерсета. Я собираюсь его расторгнуть. Где он? Где талисман? У вас на шее. О, господи. Я беспокоюсь, детектив. Не стоит, я в порядке. Но я беспокоюсь, что в этом деле от меня мало толку. Ну, вы хотя бы внимание на себя отвлекайте. Доверьте мне. Деньги вы не зря потратили. Ну-ка, еще... Типа, она должна еще больше, ну, типа, $150 еще сверху, наверное. Нет, $150 это мало. Охереть, что мы делаем вообще? Медицина меня подвела, рассеять проклятие Хартвудов невозможно. Лишь жертвенный кинжал может высвободить отчаяние из ока Джейкоба, но это не станет концом Дерсета. Пусть хоть раз мое проклятие будет оружием. Я принимаю твои требования, ползучий хаос. Да, немного атмосферности, вот уж чего не хватало этому вечеру. Он должен быть где-то здесь. Не мог же он покинуть дом? Ну, я ж не знаю, что и думать. Ты встречал этого детектива? Кто он такой? Ему можно доверять? Думаю, он из хороших парней. Ну, таких, которые вроде нас. Не будет ли он против ее пришествия? Да славится мать. Зачем? Чё? Ее зовут Черная Коза. Ее зовут Черная Коза. Больше как больно. Как по мне, детективская Карнби, похоже, решает проблемы, а не создает их. Будь готов просто на всякий случай. Блин, Черная Коза и Батиста что-то делают. Черная Коза и Батист. Ну классно, ладно, нормально. Они же не собираются грабить этот дом. Ну типа тут денег нет. И все такое. Ну в том смысле, что... В чем смысл? Почему не хорошие ребята? Ну типа... В чем поинт их присутствия? Lunacy. Lunacy.
Ладно, поднимемся наверх, выясним, что там за хрень творится. I don't want to run into the orderlies right now. Not sure I can trust them. I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office then. Самое время смотреть его кабинет. Всякие новые предметы появляются каждый раз. Вот даже как. Вот походу игра за девушку это пипец просто скучный. Не знаю даже, возможно за девушку если играть, то там геймплей другой. Не знаю даже. Хотя бы вряд ли. Но с другой стороны у нее же нет оружия. Девочка, которую ты ищешь что? Нужно довести дело до конца. Кто-то из детей. Вот и все, Эдвард, настало время, не протився. Ты хочешь это, тебе это нужно, чтобы быть кем-то. You need it. Это шум был. Типа ворона уебалась. I need the key. There must be a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. I don't have the combination for this. Maybe Jeremy did. Джереми? А почему у него? Detective Comby, I'm terribly sorry that my niece has pulled you into this mess. Please, with all my blessings, take her away from this cursed place. Не понял. Странно зеркало работает, конечно. Блин, но если они делают таким образом, то делали бы нормально. Как бы уважаю, что они пытались сделать. Brother, I need you to trust me. This is the most important. Но не понимаю. Почему так? Хотя бы ракурс камеры как-то сменили. То ли.
А, я все это время вот это вот... Опачки. Детектив Канби, рад снова вас видеть. Уже раскрыли дело? I'm trying. Пытаюсь. Привет, Грейс, ты как? У нее все замечательно, детектив. Ждешь праздника Рождества Иоанна Предтечи, Грейс? I can't wait. Нетерпением. Дети. Цветы жизни, верно? What exactly are you planning? И что конкретно вы планируете на вечер? А так ничего особенного. Будем есть, пить, принесем дары древу желаний в оранжерее, как обычно. Then why all the А с excitement? чего тогда столько радости? Есть в этом вечере что-то особенное, что-то необычное. Думаю, мы все это чувствуем. Кроме того, ваш приятель Джереми добавил несколько новых слов в нашей молитве. She'll come and turn Она the придет, world inside наверное, out. она придет и вывернет мир наизнанку, и все начнется сначала. That sounds strange. Звучит на удивление угрожающе. You should come. И вы тоже приходите. Черт, Грейс, ну хоть раз посидите на месте. Блин, у него бесконечное бухло. А, он ключи бронил. Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. Приберу-ка я к себе, да. О, наконец-то пятнашки. Я уж думал, все. А я уж думал, больше не будет. Окей. Разрабы про меня не забывают. Спасибо им большое за пятнашки. Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 913. 3. The room seemed to have been empty for so long. Это была комбинация сейфа в кабинете администратора. Кабинет администратора. Смотри. There's something missing. I can't leave. I got a job to do. Так. 9. 1. 3. It worked. Ключ от доктора Грэем. The last guest in the empty room suffered from severe maladaption. I must write this down. No, no. Я просто игнорировал его, и это сработало. Surprisingly neat. Maybe I've been selling that old barfly short. А, это комната того пьяного чувака. Looks like McCarthy has something hidden inside. Момент озарения. I think this
Looks like McCarthy has something hidden inside. А чё мне нужно? Типа... Ножичком обязательно поддеть. Так, комната фотографа какого-то. А, это комната то этой черной козы. This is my room. Это моя комната. I belong here. Здесь мое место. I know that number. Where's that from? Вы тоже приходите, поверить не могу, что не узнал тебя. Хоть что-то здесь реально. Это я написал? Так, чё мы типа Леонардо Ди Каприо из Проклятого острова? Это реально I мы? recognize this view. I know the combination. I carry it with me. Сохрани его в своем сердце. Один 9-6. Нет. Погоди-ка. 196. 692 может быть. Блин. Ну да. Пикаюн. Старинная монета времен испанского владычества в Луизиане. Детектив, я сделал много открытий в своем исследовании. Нужный нам ребенок безопасности благодаря хорошим людям, таким как мы с вами. Мы очень похожи, но вы не знаете всех моих поступков. Чтобы найти вашего человека, Джереми, нужно искать девочку. Так было всегда. Дети спасут нас всех. Вам стоит осмотреть мою комнату, там есть кое-что, что вам поможет. МакКафка. Yes. How long have I been here? Как долго я уже тут? Ну, черный чел нам сказал сюда зайти посмотреть. Видимо, Looks like McCarthy has something hidden inside. это такая подъебка, так сказать. Ну тут, видимо, да, происходит такая же тема, как в этом. Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from Как в Проклятом острове. If so, couldn't she have just made another drawing? What the hell happened in here?
А, нихера там много топоров. Это было тупо. Ну ладно. Бывает. Это где вообще? Я не понял. А. Понял. Так сказать, неважно. This looks familiar. How am I back at the office? Jeremy's never been here. That's me. Isn't it? Очень много бухла. Сколько же времени я топил себе на дне бутылки. Все казалось таким умиротворяющим убаюкивающим, дарящее забвение. И едва слышимый, но успокаивающий голос, словно плотным одеялом, окутал мой разум. Но внезапно я проснулся от звука хлопнувшей двери и тут же умолк. Посыльный доставил мне телеграмму от миссис Сондерс. У нее появилась зацепка, где следует искать ее муж, который похитил ее дочь. Тедди Сандерс сошел с ума и похитил ребенка. Теодор Сандерс. God, I used to drink so much back then. When was this exactly? What case was I working? I think I need to figure out where I'm going first. Не, погоди. Не, в смысле? Вот. Портреты Бейсин-стрит. Я вспомнил это дело. Отец похитил своего ребенка, попытался сбежать из штата. Но он допустил лишь промашку. Чтобы оплатить свое бегство, он продал коллекционеру по имени Торнхилл картину, которая была очень дорога, так я ее выследил. Думаю, что именно так и было. О, прикольно, слушай. Типа нити ведущие. Окей. Это довольно-таки классно.
Стильно, стильно. I can't go that way. Что за авария такая? Блин, и типа как это случилось? Эти же машины просто медленный шел, капец. Просто как они могли устроить такую аварию? Well, every case can't be squeaky clean. О нет, он мчится 40 километров в час, ебать. О, no. Медленные, да. Бухали, типа. Мистер Сандерс продал Торнхилл ценную картину, надеясь, что они вручены. Кочегарили деньги, он сможет потратить. Картина, занявшая место на мольберте в спальне Торнхилла, словно говорила со мной с помощью какой-то гипнотических волн. Она сказала, что я необходим для чего-то крайне важного. Быстрые вроде машины были. Я словно погрузился в эту картину с головой и пришел в себя лишь когда Торнхилл вручил мне адрес отеля Сент-Джордж и попросил меня сваливать. I don't remember this at all, but I can't say it didn't happen. Вот, кэшбэк. Дисковый магазин. Так. Ну, может, хотя бы один раз будем красться? Как вы думаете? Ну, попадусь и попадусь. Просто расстреляю всех. Ох, это было хреново. Боевка тут, конечно, пипец. Ну, то есть, когда они меня бьют, я просто нахожусь в этом стане и все. Sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would carry him to wherever he was going.
The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand, and asking me to get the hell out. Давай, вылазь. I don't remember this at all, but I can't say it didn't happen. Так, пошли за кэшбэком. Короче, нахер стелс. В этой игре он прям реально лишний. Хотя, казалось бы, да, наоборот должно быть, но тем не менее. Но тем не менее. Так, погоди. Так, все. Нормально. Мы справились. Ты помял мою шляпу, ублюдок. Ну вот примерно такие вот реплики были бы, если бы это было бы кино. Прикольно, да? Так, нити ведут сюда, но я не иду сюда. Я иду туда, потому что нити не ведут туда. Вот так вот. А, ну да, бой. Ладно, поехали к трамвайчику. Подождите, я могу уехать? Или что это было? А зачем? Это на тот случай, если бы за мной гнались? Видимо. Но я сражаюсь против монстров. Чисто уничтожаю. Оружие. Подсвечник вместо топора. Ну, пойдет, чё бы нет. Блин, тут что за тема с авариями? Вообще очень много машин аварий, которые попали. Видимо, как бы тут все связано, да? Типа главный герой любит побухать, и плюс машина попала в аварию.
Было бы забавно, если бы он типа такой занимался поисками пропавшей девочки, но он был настолько бухой, что переехал ее, типа, ну, типа нашел, но не очень. По дороге к отелю меня перехватила банда Мортон, я задолжал ему денег. Много. Даже не помню за что, возможно это был какой-то идиотский горный долг, который увеличился с каждой просрочкой оплаты. Я вырубил одну из бандиганов и заставил остальных дать дёру, глупил. Они бы вернулись, да еще и с подкреплением. А, да? А, давно я вас не видел. Погоди, что это? А, коктейль Молотов. А, там же дерево мешало мне пройти. I'm all out of bullets. Пистолетные патроны. Ну, игра прям, да, не любит оставлять меня без патронов. Кажется, в противном случае может случиться софтлок. Но этого боялись, видимо, разраба. Так, окей. Ну, как будто бы отель. Пошли в отель. Так, извините, мы закрыты. Ой, блин, я думал, меню будет какое-то. Ой, прям нормально так насыпают. Ой, хорошо насыпают. Мне начинает беспокоиться. I found it. In the hotel ledger, I recognized the handwriting. Я нашел его в книге постояльца в отеле, он загасил как Тед Страйкер, но я узнал почерк. Это был он, я это чувствовал. Тот похититель ребенка, за которым я охотился, я надел свой верный кастет и направился в его комнату. Ну что же могло пойти не так? Имя Теда Страйкер не дало мне покоя. Уже очень знакомо. Может быть, он был не таким уж плохим человеком, кто его знает. Я помню эту комнату. Визитная карточка Дэвида Торнхилла. Но туда их не оказалось, я наверняка проследил их дальше, но где? Телефонный справочник. Окей. О, Пуф, привет. Здорово.
Вид. Лохаси. Что-то я не улавливаю прикола. That's right, he was running away, ditching his old life and marriage. Он был бегал в свою прежнюю жизнь, свой прежний брак в Новом Орлеане, направился в Таллахасси, забрал с собой дочь наперекор с волей ее матери, вот почему она и наняла меня. Я сумел найти его, перехватил их на каком-то мосту. Pearl River, вот где я их нагнал. Вот что хочет показать мне темный человек. Но я все равно не могу уловить смысл. О чем же я забыл? О том, что, наверное, дочь-то была не против сбежать с отцом. Наверное, такой момент произошел. А этот бухой чел просто взял и разбил мужику ебало и вернул. Ну, то есть разрушил жизни, как будто бы, возможно. Богохульный тотем. Это ты, блин, так вот фортнайтеров пугает. Ёпта. Да. Если бояться таких вещей, ну это прям вообще. Играл ли ты в первую мафию? Ну да. Это, кстати, Мафия 3. На стриме, да, играл. Ванильную и Definitive Edition. Definitive неплохой очень даже. Он намного круче сделан в сюжетном плане. Реально крутой. Вообще-то это Мафия 4. Ой, это была она. Они сдохли просто, ядри. Они оба умерли. Поверить не могу, что не узнал тебя. Думаю, тогда я бы выглядел немножко по-другому. Хоть что-то здесь реально. Что ты имеешь в виду? Сегодня столько всего случилось. Не могу. Я будто потерял рассудок. Ты ждешь от меня извинений? То есть да, я виноват, прости, я даже объяснить-то не могу. Ведь ты просто ребенок, Грейс, прости. Я ничего этого не хотел. Ложь, снова ложь. Нет, правда, я думал, что поступаю правильно, когда отдал тебя матери, я не знал, я не мог знать, что я ей на тебя наплевать. Ну вот.
I don't know how this Я не знаю, works. как это работает What's this и for? к чему все это. Какая-то форма признания вины, возможно, принятие. Этого хочет темный человек. Так он супер психолог из древнего Египта. I guess we Темный just человек watched my крутой. father die Тогда, and похоже, мы снова увидим, как... He's alive? I know he is. Я знаю, что жив, но он внизу боится, что не сумеет выбраться, что утонет вместе со своей дочуркой. Опять. What are you saying? Ну ты как говоришь, нам нужно спасти его. We. Нам? Do it yourself. Сам его спасай, я ведь I'm внизу down вместе there с ним, with him, помнишь? remember? Ну, ныряем, гол. Can I really save them? This all happened so long ago. I have to find a way to get down. Могу ли я спасти? Мне нужно I have to see it with my спуститься own туда, eyes. видеть все своими глазами. There was a boat at the house where I entered. Рядом со If I can зданием, raise куда the ты шел, bridge, был I катер. should be Если я able to смогу get to поднять the мост, то наверняка... То есть идея... Погодите, мы исправляем прошлое или мы... Нет, скорее всего не прошлое. Не, это не может быть. Это слишком фантастично. Тут, скорее всего, психологическая какая-то хуйня происходит в натуре. Ну, чисто фараон реально, типа, он этот... Психолог древнего Египта. It's like something's holding it back. There we go. I should be able to pilot the boat. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Подведите лодку у дома к тонущему автомобилю. Не, ну погодите, что там куда-то торопимся. Я хочу тут осмотреться. Вон там что-то есть. Ну или хотя бы тут. Весло. Патроны. Не то, что я ожидал. Но весло, возможно, понадобится. Мы же сейчас поплывем. А вдруг катер заглохнет? А весло такое вообще, типа, вдруг очень кстати.
Хрюкает и хрюкает. Ты чё, меня укусила, мразь? Так. Катер был там вообще в начале. Жесть. Ну, поплыли. Да лол, они сами не могли выбраться оттуда. О, это же он. Прикольно. Бог мой, Карнби. Вы в порядке? Не бросайте меня одного. Да чем вы, блядь, занимаетесь? Что тут творится? Вы так поглядите на этот бардак. Простите, миссис Томпсон. Еще немного я вас вышвырну из этого дома. Теперь съебали. Да, наверное, в глазах этой девушки мы кажемся вообще конченным чуваком. Эдакий мистер Карнби. Вы меня немного парите, на. Я в норме, просто надо немного отдышаться. Это место, оно здесь... Ну, это... Меня они немного беспокоят. Я говорю не только о пациентах. Я наткнулся на запись о том, как Дерсета сводит людей с ума, я думаю, это объясняет многое. Что? Вы полегче здесь, ладно? Я попытаюсь пробраться в квартиру доктора Грея. Хочу узнать, что... Ну, в кабинет, наверное. Эмили, не волнуйтесь. Думаю, я близок к разгадке. Скоро все придет в норму. Просто не бухайте. Но мы будем. Ведь бухло — это наше лечение. Clearly had enough of me. Он там что, изгоняет дьявола, блин? Швабры работала бы, блин. Блин, я не хотел бухнуть, ну типа... Это я не то нажал. Так, комната Перози, апартаменты доктора Грея. Во. Подожди, что? В апартаменты я могу попасть только через лестницу для прислуги. Но нам туда нельзя пока что. Ну, окей. Окей, ладно. Пускай так.
key. Так, вообще какие у нас Conley цели? had run their car off the bridge. He pulled Grace out of the sinking car. Это полицейский из очень странных дел. Да. Это он. Блин, даже я начинаю жестко плутать вот в этом. Всем. Так. Получается... А, вот офис доктора Грей. А, вот. Не, ну карта нормальная, кстати. Просто стоит заглядывать в эту карту. Dr. Gray's office, all to myself. Мне доктор Грэем. Отображение его хозяина. Посмотрим, что она нам расскажет о нем. Франция. Маккарфи, пират, трейшер. Пиратский клад This is Маккарфи. where McCoffee has hidden my favorite young. It's very important. А, господи. Кабинет его. Ключ от лестничной клетки. Ага, понял. Dearest Dr. Manzetti, I find myself in a losing battle with my patient. Угу. Окей. Резко. Я чё, на корабле? Я был на корабле. Эй, не закрывайтесь. Лестничный пролет. Лестничный пролет. Понимаю. Да когда же это, блин, закончится? Я скоро не выдержу. Он анонсирует свое безумие. Скоро ёбнусь, говорит. Звенящий шейкер. Безрогая коза. Идет коза рогатая.
Нормально. Мы туда пойдем обязательно, но сначала я вставлю Францию в глобус. There's something missing. Окей. Да уж, запутанный особняк, ничего не скажешь. Не, ну вообще можно разобраться, конечно, но на это все равно потребуется какое-то время. Представляю, какие оценки ставили этой игре и гражуру всякие, типа: блин, тут невозможно вообще ходить, бегать, я блуждал, я заблудился. Где метки, где Far Cry? Я так не могу. Мне нужны метки, я глупенький, я игражур. Нет, умоляю, отпустите меня, он ни хрена не знает. Мне нужна помощь. Не жив, Батист, не отпускай. Неправильно это как-то. Пожалуйста, отпустите. Снимок мозга. Джерри, смотри в другую сторону, смотри в лес. Что вы видите? Не-не-не, не надо, не прошу. Я вижу темное сердце Баю, оно как окружено. Чем, Джереми? Темными детьми, тысячи детей. Вы в порядке, Джереми? Не волнуйтесь. Не отводите взгляд, Джереми. Вы столько сделали. Что вы можете рассказать нам, Джереми? Прошу, хоть что-то. Я слышу голоса. Что вы слышите? Шепот. Распев, дети не восхваляют ее мать. Вечная хвала изобилия черных козей из лицов. Услышь нас, мать, сжалься, сжалься над нами. Что за чертовщина? Прими нашу жертву, сыщи нас достойными. Говорит не по-русски. Черный коза из лицов тысячи детей. Don't mind if I do. Да, давненько я не встречал подобных головоломок. Ну как головоломок. Рандомных тыкалок.
Блин, охереть, как же он медленно поворачивается. Верчу, обмануть хочу. Мать Джереми. Отколотый кусок обожженной глины, судя по размеру, это часть статуи. Ну класс. Статуя. Why does this keep happening? What am I supposed to do? Run, bitch, run! Понимаю. Perfect time to have a look around this place. Осуждаю эту веревку. Джимми. Окей. Джиха написано. Один, 6, 1, 6, 4, 6. What is that? Ну, комментарий есть или только использовать можно?
Так, 1, 4, 6. 6, 4, 1. Все-таки корабль. Нет, это же ведь тут прятался Джереми, да? И тут кто-нибудь есть? Джереми, мне нужна помощь. Постойте. Вы меня слышите? Я застрял в грязи, и Баю забирает меня. Джереми, вы где? Мотор заглох, я не могу ничего сделать. Держите, Джереми, я что-нибудь придумаю, я заведу это корыто. Я, конечно, не механик, но постараюсь сделать все возможное. What the fuck? Ты чё? А, ты чужой? Ты еще живой? Капец, эти пауки неубиваемые. Хотя намертво застрял в бае. Если сумею запустить двигатель, то я смогу добраться задним ходом куда-то. Охереть, он живучий просто. Looks pretty weak. I just need something to break.
Вот не понимаю, вот такие вот моменты с лестницами. Могли бы и фулл анимацию закинуть того, как я спускаюсь и поднимаюсь. Зачем мне напрямую управлять этот процесс? Это же не имеет никакого смысла. Пустая канистра. This definitely needs fuel. Балдеж. Очень говна, кусок, дерьмо. Че ты говоришь? Он просто, блин, заслайдил ко мне. Блин, тихо. Хочется игру посмотреть. Я искал похожую, не нашел. На каком играешь? На средней сложность? Страшные игры не очень люблю. Со скримеров тянуть, а вот такие лайтовые нравятся. Ну, это хороший, да. Неплохо. Я психанул и в легкую играл. Нормально. Да чё вообще в подобных играх трайхардить на высокую сложность? К тому же они вообще как бы не под это закошены.
Не, нахуй я его дропну. Калич какой-то. Ну, даже не то, чтобы прям задротно. Дело-то в том, что... я кайфа не получал. То десятка за убийство пролетала. Ну и потом вообще как будто бы короче, да, задротно, слишком задротно. По которого рассказать мне дерьмо. Задать петлю вокруг шеи, а потом задушил всю жизнь в своем теле. У вас сложил впечатление, что вы умерли? Да? Нет. Я должен был умереть. Что для вас это значит? Я катализатор должен был умереть ради сюжета. 30 лет назад Фредерику нужна была моя смерть. Ваши слова не имеют смысла, Джереми. Возьмите себя в руки и соберитесь. Эй! Я всех обманул, отказался играть свою роль, сбежал под начертанной мне судьбой. Эй, ёпта! Алло! Повторяю, соберитесь. Эй, здесь, что творится, черт возьми? I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Вы в порядке, детектив? No. Не, я нихуя не в порядке. Ну, может быть, ну, я не знаю. Мне надо идти. Надо искать Джереми. На нас крови все больше и больше. Дайте мне знать, если вы его найдете. Это и есть самообман Джереми, застрявший в тени катера. Не буду лукавить, что хоть что-нибудь понимаю. Да тут целый клубок психоаналитического говна. Психоанализ. Иду. Больше она не помешает. Мне так ничего не поняла. Забавно было, когда полилась кровь.
What the fuck? А чё все закрыто? Дерево шептунов. Ну что такое? Чего ты хочешь? Не переживай, я запомню. Вот пусть это будет у тебя. Теперь это твоя. Не игнорируйте ее. Шепчущее дерево, не игнорируйте шепчущее дерево. А это разве, ну, как будто бы мы хуйню сделали сейчас. Мне кажется, я плюс более ебанутый стал. Детектив, слава богу, это вы. Заприте дверь, пожалуйста. Вряд ли доктор Грей будет в восторге от нашего присутствия. Что-то творится. Тут все так странно. Шепот везде. Книга полностью полая внутри. Что вы сделали? Я всего лишь переставлял книги. Ну что ж, пойдем проверим, что там. Блин, прям как квест. Игрушечный талисман. Кажется, я начинаю понимать, доктор Грей имеет дело с чем-то похожим на массовую галлюцинацию. Теперь играть чисто Silent Hill какой-то или ну типа того. Управление такое стало в духе старых этих игр. Мебельный ключ. Вот даже так, да? Ну окей. Что вы говорите про массовую галлюцинацию? Похоже, десеты вызывают помешательство у всех, кто проживает рядом. В истории этого места полно культов, посвященных неким божествам природы, даже само название. Десеты относится к одному из культов, который зародился еще до гражданской войны. Так звали богиню плодородия, которая поклонялась в Сирии, однако, похоже, доктору Грею и его последователям больше по душе черная коза из лицов тысячи детей, Нигурата. И имя это могло возникнуть лишь в больном разуме моего дяди. Ну, охуенно, блин. That mark on the floor looks like talisman position. But from which direction should I look at it? Алло? Алло. Да кто звонит? Ладно, пойдем ответим. Hello? Detective Carnby? Детектив Карнби?
Кто это? Джереми? Джереми темного человека. Вам его не спасти. Что ж, я сделал почти все, что он требовал. Остался лишь один пункт в списке. Надеюсь, он сдержится обещание, вернет Джереми невредимым. Уходите, детектив, пока еще можете. Да, эта женщина, наверное, думает, что мы просто ебанутые. Так. Погоди, все они служат этому культу, даже Джереми. Сомневаюсь, что на данный момент у них есть выбор. Мы обязаны как-то положить всему этому конец. Понимаю. Блин, вот управление вот в данном сегменте это пиздец, конечно. Когда камера меняется, она, ну, не знаю, как-то он сломанно работает. Так, ну вот чтоб не гадать, как... Что тут надо? А. Да. Ну, будем брутфорсить. Тут я хз. Что? Тут я честно скажу хз. Не, ну брутфорсить даже как-то очень долго, бля. Так, конкретно тут что я нашел вообще?
Может быть, дату просто ебануть. А, там же что-то на полу было, кстати, да. Ну, вот уже уставать начинаю. Так, бляха-муха. Бля. Нахуй. Это надо, короче, фоткать. Вот я ебал каждый раз сюда подходить. Так, это... А где моя любимая записка с этой хуйней? Detective Conde wanted nothing more than to make sense of... Ладно, бля. А, погоди, это другие какие-то символы? Или мне кажется? Ну, тут как будто бы в порядке. Вот так он должен быть, да? А, нет. Вот так. А, просто как на рисунке. Понял. Да, блин. You okay? Ты в порядке? Ты какой-то потерянный. Дурацкий телефон, не знаю, уже пытался вызвать полицию, телефон не работает. Ну да, связи нет. Вот она вот не видит этого, да? То есть я сейчас просто тупо захожу сюда, и она такая... Из Хартли, думаю, вам захочется взглянуть на это. Тут что-то есть? Ага, еще какие-нибудь вы не замечаете чудо на пути туда, куда ведет нас безумие Джереми? Не понимаю, какая-то метафора связана с модой? Простите, но у меня нет на это времени. Можете просто сказать, что вы делаете? Вы не замечаете этого? Хорошо, так и быть, свидимся позже. Да? Вас тревожит? Не делайте, что считаете нужным, детектив. Просто я не хотел. Прощайте, Хартвуд. И прикиньте, на самом деле, лежит, сидит такой в шкафу. Прощайте, мисс Хартвуд. И он такая, блядь, еблан. Конченый, сука. И пена изо рта еще. Сигнальный пистолет.
Неплохо, неплохо. Узники льда. Блин, почти все нашел. We found the shit. О, северное сияние. Прикиньте, босс-файт. В шкафу у доктора. Эй, что вы тут делаете? Что это за место? Уходите, детектив. Вам здесь не рады. Полегче, я ж друган. О, вы ошибаетесь, детектив. Вы ошибаетесь. Бывает чем. Только вот как мне поменять... Блин, я бухнул. Как мне поменять пушку? Блин, удерживать надо. figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy, or maybe that is what you need to temper that mania of yours.
Окей. Блин, ну ты что? Охереть, просто, сука, Сквидвард отшлепал меня. Ну, может, побежим, ебать, ну, типа, блядь. Он застрял, ребята. Он просто застрял. Я ничего не могу сделать. Он застрял. Ну ладно. Да на, блин, уже разорался. А, лоботомию сделал. Я все сделал, тебе мало, жалкий ты шарлатан. Чего что ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы я рассудка лишился? Боже правый, доктор Батист, скорее! Святые небеса, ты о чем думал? Опять, да? И вообще. Все-таки Леонардо Ди Каприо с проклятым островом произошел, да? Максимально. Да Саша. Ты чё, проснулся? Да, проснулся. Мистер Карби проснулся. А, друган, я уже думал, всю ночь проваляешься без сознания. Давай, присоединяйся к нам, я прибегу для нас немного гамбу. Я рад, что ты очнулся, приятель. Ух ты, напугал же ты нас. Что произошло? Отец случился нервный срыв. Уж прости за лишнюю грубость, но ты на людей кидался, понимаешь?
Джереми and then ножом punched пырнул, Dr. Gray. а доктора Грея ударил. А не в порядке? Jeremy's a little Джереми strange, немного странный, but но в everything's остальном back to все normal. вернулось в норму. Правда? Все благодаря тебе, Компер. Не хочешь попробовать, кстати? Ну и ну, вот и наш герой дня. Как ваше самочувствие, детектив? Лучше не бывает. Ну а вы как? Джереми, надеюсь, я не слишком сильно вас потрепал? Все хорошо. Так, тихо. А что это с ним, обезболивающее? Нет, видите ли, пусть вы действуете с грацией одноглазого мясника, вам удалось сделать Джереми лоботомию. Я сделал что? Вообще-то весьма впечатляет. Я и сам рассматривал такой вариант, просто надеялся, что Джереми получится помочь, не доведя его лично до состояния устрицы. Но он будет жить? Безусловно. Если не забывать его кормить, он переживет всех нас. Как-то хуёво получилось, по-моему. Эмили известно о душевном состоянии Джереми? Да, учитывая обстоятельства, она восприняла эти новости весьма спокойно. Он все еще хочет увезти Джереми подальше отсюда? Я на этом даже настаиваю. Это учреждение ему совсем не подходит. Ясно. Все в порядке. Погоди-ка, я могу сделать подношение? Нет, не могу. Как будто бы... Пиздец. Впечатляющее дерево. Более впечатляющее, чем вы можете себе представить. И как же это работает? Вы что, устраиваете вокруг него хороводы под песнопение? Я про ритуал. Оставайтесь, посмотреть все сами, детектив. Это может пойти вам на пользу. Ну все, рассказывайте, что за чертовщина тут творится. Каждый год у дерева мы проводим церемонию преображения. Как символ круговорота горести и радости, понимаете? Но это как дерево встречает времена года. Времена меняются, но все остается прежним. Практически Новый год, только вместо елки вот это. Точно, вы догадливы. Это про новое начало в том плане, что, ну, кто еще, кроме нас, кучки чокнутых, воспримет такой позитивный посыл. Мне показалось, что кое-кто из вас считает этот год особенным. Есть идеи, почему? Благодаря нашему приятелю Джереми мы узрели несколько новых посланий. Если кое-какие изменения, скажем так, мы поставили все на этот год. Эй, малышка, что делаешь? Готовлюсь к церемонии. Я не хочу расстроить мамочку. Какую мать, блядь? И какой будет твоя роль? Я Кабри Санкорн, это очень важно, только я могу вернуть наш долг. Знаешь, раньше я сомневался, но ты оказалась в нужном месте, Грейс. Думаю, ты прав, хоть на этот раз.
You haven't seen Emily. Вы случайно не видели Эмили? No, Нет, detective. детектив, не видел. I haven't. Капец, она общительная. What are you looking for? Ну что там смотришь? Just keeping an eye out for На the storm. грядущую бурю. По радио сказать, сильная будет. You don't know where Emily is, do you? Вы знаете, где Эмили? She's back with some of Jeremy's things. Пакует барахло Джереми. Сказал, что хочет увезти его. I'm sure she'll come and get Наверняка you. вернется за тобой, как закончит. I should probably get Тогда и a мне move on надо that. пошевеливаться. See you around. Еще увидимся, компе. Jeremy. Джереми, потерпите еще немного, хорошо? Очень скоро мы будем в Новом Орлеане. Oh, good. Славно. Я так соскучился по огням города. Case closed. Дело закрыто. Детектив Карнби отыскал Джереми и вернул Дорсету. Он беспокоился, что Эмили будет не слишком довольна такой работой, учитывая отчаянную лоботомию Джереми, возможно, даже кажется платить ему всю сумму. Такие мысли обычно приводили Карнби в ярость, но сейчас он был просто счастлив вернуться. Независимо от того, увидит он свои $150 или нет. Детектив едва мог дождаться встречи Эмили. Понятно. Hey, Ruth. Здравствуйте, Рут. Рад видеть, что вы вернулись в Дорсету. You too, detective. Я рад видеть вас, Make sure to детектив. stay for the Обязательно стойте на festivities. фестивале. It's no Это не Mardi карнавал, Gras, но but все равно It весело. ain't bad. You seen Emily around? Вы нигде поблизости Эмили не видели? Где-то час назад я видел, как она гуляет вещи тот древний драндулет, на котором вы приехали. На про вас она не забыла, я уверена. Catch you later. Тогда до скорой встречи. Буду ждать с нетерпением, детектив. Закрыто. Good to see you back on your Отрадно feet, вновь detective. видеть вас на ногах, детектив. Хотите немного гамбо? I'll save it for Спасибо, later. оставлю ее на потом. Seems like Похоже, у everyone's вас in a pretty весьма good mood. приподнятое настроение. The eve of St. John Канун is the Рождества most Иоанна important Предтечи, date of the самая важная дата в whole году. year. Это единственный It's the only день, day когда когда when the черный black коза из goat лесов of the заботится о woods своих детях. tends to her young. I'm gonna go look for Пойду Emily. поищу Эмили. Don't worry about Не her. переживайте о ней. She wouldn't leave Без without вас you, would she? она не уедет, верно? А каковы, сука, гарантии, что они не ёбнули ее или типа того? У меня даже оружия нет. Everyone knows what to Все do. знают, что делать? Y'all know Все the знают new words. новые слова? Mrs. Thompson, Миссис we Томпсон, мы же talked говорили about об этом. Не this. думаешь, что всем Sure хочется... everyone is comfortable. Doctor, I Доктор, insist. я настаиваю. This is important. Это важно. We've waited for Мы так so долго long ждали, now. доктор. Let's just go with Давайте the old обойдемся song. старой Whatever песней. Не changes все and перемены к improvements, лучшему. good or bad. Босс, к добру или к худу нам нужно двигаться дальше. Ва-банк, доктор, поставим на кон все. But we don't know what we're Но мы dealing ведь не понимаем, с чем имеем дело. Все будет хорошо, доктор, даже лучше. Вечно хвала, изобилие черной козе из лесов, услышь нас, мать, сжалься, сжалься над нами. Take pity on us. Hear us, Mother, take abundance to the black take pity on us. Hear us, Mother, and take pity on us. Take pity on us. О, Эмили наверху. What the fuck?
Прими нашу жертву, сочинил. Вы ёбнулись! Это предначертано, Кампе. Нет, Грейс, постой, нет! Ну... Детектив, уведите моего дядю отсюда! Джереми, пиздуй за мной! Давай быстро! На нахуй! Джереми, сюда давай! Нам пизда! Джереми, ну шевелись, ёшкин кот. Жестко. I can't let that monster leave Derceto. I have to stop it. Да, ребята, вы, конечно, блин, вообще те еще кадры, я в ахуе просто. Блять, я бутылочку не взял.
я только увидел. Все? Видимо, победа. Детектив, что это была за хрень? Я пытался вам рассказать, улики были повсюду, их одержимость черной козой, мне подобное еще не встречалось, я чувствовал себя такой дурой, поверив во все это, но рада, что поверила. Вы в порядке вообще? Ну все не так, сюжет какой-то неправильный. Я ж умереть должен был. Но не стоит благодарность прячь. Пиздючка пришла. Ну а ты как, нормально все? Мне даже было по приколу. Но вы все испортили, да я как бы не сержусь. Ну чё, готов вернуться в Новый Орлеан? Значит, хорошая концовка получается. Не зашибись. А чё, мне может с вами? Ты же говорила, что тебя не надо спасать. Не бросайте ее. Она важна. Конечно же, мы ее возьмем с собой. Да уж. Игра пройдена за 5 часов 40 минут. Нормально. Ну да. Ну такое. Ну, как бы
Я понимаю, почему они насрали таким уровнем, точнее, таким количеством этих головоломок глупых. И таким количеством всяких врагов и там прочее. Но просто как-то, видимо, они не видели другого способа, как, ну не знаю, удлинить игру. Не, были прикольные моменты, интересные. И вообще, куда все вот двигалось и так далее. Довольно-таки было прикольно. Но все же файты и там прочее вообще совершенно какие-то ублюдки. Я прям вижу, что там вот где враги, там тупо какие-то капсулы вот должны бегать вот по карте. Там тупо капсулы бегают. Модельки, все анимации там прочее, там типа, ну, выглядят они нормально, и хитбокс они получают. Соответственно, ну, туда, куда мы попадаем, с этим окей. Но тем не менее, сам по себе ихний вот хитбокс коллизии, куда мы, ну, как бы их тело, да, оно больше на самом деле. То есть, когда мы пытаемся их обойти, мы не можем этого сделать, потому что там стоит такая здоровая, блядь, капсула, которая не дает нам пройти дальше. Ну и сам главный герой примерно такая же капсула бегает. И это пипец как херово чувствуется во время игры. Головоломки как-то, конечно, ну, блин, надо было бы им как-то разнообразить их, что ли. Они решили взять не качеством, а количеством, и это как-то сыграло не очень в лучшую сторону, как я считаю. Могли бы сделать получше. Слишком много пятнашек, слишком много верти-крути. Но тем не менее справились за один стрим. Удивительно. Хотя мне казалось, что я задушусь или типа того. Но вполне себе. Вполне себе. Были моменты, когда было пипец как скучно. Но вполне себе нормально. Хорошо, что выбрал среднюю сложность, не стал въебываться и поставил бы, если сложно, то вот духота была бы точно. Слава богу, нормально поставил. Игралось вполне себе окей. Вот если бы они сделали врагов поменьше, логику какую-то бы поставили происходящему в плане перехода от нормального мира в ебанутый, ну или типа того, и монстры и так далее, типа, ну, было бы нормально. Типа их вид какой-то там смысл бы был бы. Почему эти маленькие паучки, типа такие мощные, они прям буквально, сука, 3 выстрела дробовика выдерживают, охереть может. Когда, как обычные все вот эти вот остальные натяжечкой 2 выдержат, если не ваншот получит. Ну, в общем, странненько все как-то сделали. Решение геймдизайнера для меня местами непонятно. Но в общем и в целом вполне себе окей. Вполне себе окей. Что-то пытались как будто бы вот в том моменте, когда мы были в кабинете, ну, в апартаментах доктора, игра перешла вот в камеру, типа вот статичную там, да, вот перспективы, так сказать. Вот тогда было типа интересно, типа вдруг что она так перешла. Это вот по сути классическая игра, вот Alone in the Dark, она вот всегда вот так игралась, там все камеры примерно так расположены в каждой комнате, где бы ты ни находился.
Они типа как бы отсылают нас к этому. Но почему именно в этом кабинете, а не везде и всюду, непонятно немного. Или хотя бы, знаете, как они бы вот сделали, было бы круто. То есть сделать, если бы они сделали все вот всегда так, как вот было. Кстати, я пока тогда, раз уж я базарю, можно игру включить снова, чтобы она на фоне звучала. В общем, им стоило сделать такую тему, как переход от нормального к боевой камере или типа того. Когда ты занимаешься исследованием, там прочее, камера была бы вот такой, как вот в том моменте, где мы в апартаментах тусуемся, и управление, конечно, там подправить. А когда идет сражение, чтобы камера отходила на вид со спины, и как-то было бы увлекательнее, что ли, и так далее. И потом врагам как-то, не знаю, врагов надо было проработать, вот что важно. Врагов надо было проработать. Это просто какие-то слизни, какие-то гуманоиды, что-то вообще... Хер пойми, что вообще. Потом еще на выстрелы не особо сильно реагируют. Местами, конечно, у них что-то там лопается, взрывается, но не особо. Что-то... Не понял такого прикола. Откуда эти монстры берутся и так далее. Тоже не раскрыто ничего. Почему эти монстры вообще? Ладно, если бы они просто блуждали бы по всяким разным этим вот воспоминаниям этого Джереми, но тем не менее. Непонятно, непонятно. Блин, им реально надо было бы сделать попроще. Ну, типа... Вот эту вот тему с головоломками, с пятнашками вообще убрать и пересмотреть эту тему, и сделать все иначе. Было бы прикольнее. Ну, к примеру, что там можно было придумать? Ну, просто найди ключ, открой дверь или типа того. Но не более. Я там, конечно, понимаю, что историю поколорить не... Да не, история вполне себе окей, но она повествуется хуёво. Вот что плохо. Сюжет окей, но она повествуется плохо. То есть она повествуется плохо в плане того, что как-то все резко происходит, и какой-то эмоциональной отдачи от главного героя как будто бы нет, и типа он просто все воспринимает как данное. Он абсолютно не в ахуе и все время беспокоится про свои, сука, ебаные $150. И все, типа, ну и типа, ну хоть бухает, типа, как будто бы нормальный живой чел. И как бы за счет того, что он бухает, типа, как бы сразу отсылает на то, что у главного героя есть какие-то там проблемы. Вот это вот было интересно, по идее. То, что он проебал во время одного дела девочку маленькую с его батей и совершил огромную ошибку, они погибли. Но тут непонятно, типа, а чё эта дочка, точнее, вот девочка-то маленькая, она же вроде как, ну, бля, чё она, призрак или чё вообще? Она реально та самая девочка, которая была в той погоне или нет? Хер пойми. Вообще непонятно. Вот этот момент тоже не раскрыт. Он все время говорил, что где-то ее видел и там прочее, и вдруг, да, понял, это действительно та самая девочка, но она почему-то здесь жива, хотя на самом деле она в прошлом утонула. Хер пойми.
Ну и да, кстати, тут вообще очень большой, ну прям очень хорошо сделанные локации, это прям вообще офигенно. Сам особняк как будто, да, на самом деле неплохой, он большой и бегаешь по нему и все такое, ну вполне окей, типа, конечно же, ну просто надо немного напрячься и помнить, что где находится и все. Я как бы особо не заблудился, за один стрим прошел вполне себе. Просто иногда ты забываешь о том, какая у тебя цель и какие двери открыты или закрыты, и за счет этого тупишь только. Но в остальном же вполне себе нормально. Да и как бы довольно-таки понятно и отчетливо тебе дают понять, куда идти, в принципе, все равно при всем этом. Че, уже конец? Ну да, за один стрим прошел игру. Игра могла бы быть еще более крутой, если бы они сделали, ну, чуть иначе. Реально. Вот если бы не боевка и насрали дохера головоломками, которые совершенно глупо выглядят, и от этого как-то отношение к игре портится, но тем не менее, если закрыть на все это глаза, как я это сделал, и совершенно насрал на все эти письма и так далее, и мне норм, в принципе. Сюжет понятный, хороший, прикольный. То есть без записок, что я понял? Я понял, что однажды этот Джереми что-то там типа в поисках всяких оккультных хуёвин там прочего, он увлекался довольно-таки этой хуйней, пошел на какое-то представление, в котором был этот самый какой-то саркофаг фараона, там его презентовали, смотрели, и он там, короче, как-то вот соответственно, заразился этой херней, то есть духом или что-то вроде, он одержимым стал этим самым черным фараоном, и все, пиздец. Хорошо, что быстро прошел. Конечно, значит, next, продолжаем. Посмотрим. Ну что еще понятно было мне? То, что хуй пойми. Ну, короче, типа он нашел какой-то диск, с помощью которого перемещается по всяким разным воспоминаниям и там прочее. Джереми. То есть это вот как бы единственный инструмент, с помощью которого он перемещается и так далее. Но как это работает, тоже непонятно вообще. Ну, блядь, не люблю я вот эти вот темы с письмами, вообще не хочу читать. Там, вы видели, блядь, объем текста, который не насрали вот в письмах? Вообще охуеть можно, блин, серьезно. Ладно, они еще не озвучили это все и там прочее, но... Ну такое себе, прям что-то неохота, это прям этим заниматься. Я вот прям устал от этих писем в компьютерных играх, есть честное слово. Прям жесть, как устал. Вот было бы прикольно, если бы они еще сделали какую-то параллель между происходящими событиями первого персонажа и второго. Вот это было бы классно, конечно. Вот, кстати... Мне все-таки интересно. Я просто чисто гляну. Причем воды навалят, да. Вот что будет, если я ее возьму? Ясно, то же самое совершенно, просто теперь наш детектив будет хуй пинать. Она будет, ну, типа, ебанутого изображать, скорее всего. Stay here. I'll have a look.
Но она, говорят, пошустрее в боях. Как пошустрее? О, у него пистолет Макарова. Роковая. What's this? Ну, очевидно, у этого пистолета скорострельность намного выше. И у него отличается лог с грехом. Вот такую девочку утонула. Ой, это и другое. Понял. Грех. Окей. This must be older than Derceto. They've built the house around it. I'll just take this. Every day I'm shuffling. No. Please do not. Ножки. I need the key. Now what's this? I need the key. Wait, don't. Иначе. Excuse me? Кстати, простите, вы не знаете, мне найти Джереми Хартвуда? Of course not. Нет, не знаю. McCarthy, what are you Макар, doing? что вы тут делаете? Я же велел вам не спускаться с девочки с глаз. Don't you worry, Mags. Не волнуйте, Мэг, я найду маленькую ликотинцу. А вы кто такие? Чем вам здесь нужно? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo?
go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about... О, Гудзон, спасибо большое за 500. If you don't mind, could you direct Большое your спасибо. No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak У with нее him как будто immediately. все немного спокойнее и адекватнее, ну в плане Wait here and don't touch anything. игра как будто бы иначе идет, ну в плане восприятия что ли. Ну смотри, что-то прям You нормально. want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me. Не, ее не все встречают, смотри, только пьянчушка, девчушка и вот эта вот психушка нахуй, которая с ножом ходила все время, угрожала нам. Что вы делаете в моем холодильнике, блять, вот это вот. Ну нормально, Thank you. прям сразу сюда нас. Язык показывает. Strange kid. Let's look around, see what we can find. Так, и что тут будет иначе, интересно? I found a commonplace book. What's that? Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. А, теперь она, типа вот. Ну вот тут что-то происходит вот во время этой просмотра этой картины. Вот тут идет фиксация и типа вот этой темы. I found this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood? Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... What on earth is happening? What is this place? Ну, нормально. Так, а посмотрим, как стрельба пойдет.
Ну, урон как будто бы ниже у оружия. Но она также не реагирует на монстров, к примеру. Ну, это пиздец. Ну, такое. Вот странно. Вот как будто тут монстров не должно быть, но они просто взяли их, насрали, типа... Это пиздец как ощущается. То есть, по идее, мы должны были просто выйти сюда на улицу, типа, охуеть с того, что мы в городе. А потом уже, не знаю, что-то тут такое вот сделать, чтобы, ну, типа, монстр появился и там как-то реагировать на него. Катсцена какая-то должна была быть, а тут, ну, как-то... Вот прям, ну... Вот просто насрали монстрами, типа, живи с этим. Эта игра, типа, про стрельбу, типа. Не знаю. Такое себе, такое себе. Хуй знает, зачем так сделали. Если уж там, не знаю, решили сделать игру нормальную, годную, то чего не так? Пригласили даже каких-то актеров, все такое. Но все-таки как-то так себе сделано. Ну ладно. Завтра посмотрим, что будем играть. Посмотрим. Я пока не знаю. Возможно, Tomb Raider поиграем вторую часть. Ну или в Кенши поиграем. Ну посмотрим, посмотрим. Я даже, если что, Overwatch опять скачал. Но там у меня какая-то такая идея появилась того, как играть в эту игру более-менее интересно. Будет какая-то тема. Типа, знаете, во время игры Overwatch. Типа, тему надо задвигать какую-то. Но это так. Возможно, не буду запускать. Так что, типа, Кенши, скорее всего, поиграем. Ну и потом Tomb Raider. И игр на самом деле много. На самом деле, знаете, что еще какая игра есть, которая мне супер интересна была? У меня демка даже этой игры есть сейчас. Sandland называется. Sandland. Я даже как-то мангу читал. Эту Sandland называется, которая по манге от создателя этого Драконьего жемчуга, Драгонбола. Вот такая вот игра. Мне кажется, должна быть довольно-таки интересной игрой. Но так как это типа Bandai Namco и так далее, мне кажется, они, ну, конечно же, сделали все в своем стиле. Ну, японщина чисто. Но хотя бы вот в плане того, что это типа постапок и там прочее, нормально. Как игра вообще будет в дальнейшем играться, вот это вот любопытно. Тут есть мотоциклы, танк. Есть пробитие. Навык контужен. Вот. Вот то, что выходит игра. Вот такая вот. Мне было любопытно. Мне было очень любопытно. Прочитал мангу. Она очень короткая, кстати, всего лишь
14, по-моему, глав. И история довольно-таки забавная, приятная и короткая. Но они вот такие вот решили вдруг из этого сделать целую игру. То есть игра сама по себе, точнее вот манга сама по себе по сюжету про то, как наступила засуха на планете Земля, и вдруг люди, и точнее, короче, жесткая засуха, и только у одного там какого-то короля имеется дохера воды, и он продает ее жестко втридорога. И как бы все вынуждены, покупать воду, чтобы выжить там, как бы. Ну и потом еще помимо вот людей есть демоны, они тоже там живут, тоже нуждаются в воде. Они вот нападают на караваны, добывая воду и все такое. Ну типа такой безумный Макс, да, но такой в приятной, как будто бы такой детской обертки, такой приятный. Он вот такой, он довольно-таки ламповая история, на самом деле, прикольная. Но демоны там такие добрые, короче, хорошие, в плане того, что они такие, типа, думают, они думают, что делают какие-то жесткие, плохие вещи, но при этом они даже не всю воду воруют у этих самых караванов, а какое-то там определенное количество. Какое-то необходимое количество забирают, и потом все, типа, остальное оставляют там в машине. И воду еще при этом эту раздают там каким-то нуждающимся людям, и про себя, конечно, не забывают. И вот они, короче, живут себе, все окей, и к ним приезжает какой-то чел, старикан на машине, и говорит то, что я типа такой-то шериф и там прочее. И они такие думают, что, мол, блин, походу, приехали предъявить за воду, а чел такой говорит, я, короче, собираюсь пойти искать источник воды. Я недавно видел птицу, там, не знаю, которая обычно летит в сторону водоемов, типа он там что-то поясняет за какую-то птицу. И они такие, я нихера себе, прикольно, интересно. Тогда, я пойду с тобой. Типа, демоны такие. Но я как бы поэтому к вам пришел. Я явно в одного не вытяну такое приключение. Типа, мне нужны, как бы, вот вы такие вот, как вы. Ну и, соответственно, они такие едут и попадают в всякие разные приключения. В конечном итоге выясняют, что король говнюк, конечно же, и там у него есть какой-то генерал Зеу, который в прошлом наебал своих солдат и пустил их разъебывать мирный народ, которые собирались создать воду, а точнее машину, которая будет бесконечно добывать воду из-под земли, что-то в этом роде, которая будет создавать воду или даже. Но, соответственно, тот генерал не мог допустить такого, и король, конечно, был с ним согласен, они хотели только лишь как можно больше бабок. И, короче, этот самый вот чел объявляет на всю пустошь о том, что вот такой-то хер угнал танк вместе с какими-то непонятными личностями, и они типа грабят караваны, отбирают воду и вообще не жесткие преступники. Но тот чел такой выходит на связь и говорит, блять, вас наебывают, короче, я генерал Шиба, нахуй, я был на том задании, меня наебали, мы вообще, короче, занимались не тем, что вам рассказывают, короче, я собираюсь найти источник воды, и, пожалуйста, не мешайте, и все у нас будет заебись, как бы вода будет бесплатной. И те такие охуели, блядь, что за пиздец, почему он вообще вышел на связь в новостной, по новостной радиосвязи, блядь, что творится нахуй, типа, не дай бог еще раз он выйдет, я всех там в этой радиорубке в новостной переебашу и так далее. И, соответственно, они доезжают до определенного места, они вдруг выясняют, что
Оказывается, король построил охуенную огромную плотину, а за плотиной там, блядь, ебейшее море огромное, чуть ли не океан, нахуй. И, кстати, ранее там говорили о том, что король запретил все летающие аппараты и там прочее, то есть, соответственно, чисто из-за этого, ну, не дай бог, люди увидят, что там, типа, море тут рядом, оказывается, есть. Ну и как бы они такие взрывают плотину, вода прорывается, и все как бы заебись. А там, конечно же, попутно убивают этого самого генерала и попускают короля. Говорят то, что в честь того, что вода снова появилась на наших землях, типа король жертвует народу пустоши половину своих бабок, короче, типа 50%. А он, соответственно, ничего не может возразить, потому что там, короче, все солдаты там прочие, все люди, короче, были из-за этого генерала Шибу. Ну, довольно-таки забавная история, приятная. Песчаная страна, песочная страна, по-моему, называется. Сэндленд. Такая добренькая история, хорошая. Акира Торияма, как там назывался автор-то? Он же недавно умер, этот вот автор «Драконьего жемчуга». Да, Акира Торияма. Крутой чел. У него очень такие добрые, прикольные истории были вот из разряда такого. И юмор там довольно-таки окейный, хороший. И персонажи запоминающиеся. Так что рекомендую к ознакомлению тот самый Сэндленд почитать. И там еще прикольные другие истории были хорошие. Где тут манга? Даже не здесь это же было. Это было вот тут. В Яндекс браузере. Во. Вот такая вот рисовка у игры. Это фото у этой манги. Ну, игры тоже. Игра тоже такая же. Довольно-таки прикольный стиль. Вот он тут демон и вот эти вот, короче. Короче, в общем, почитайте. Классное чтиво, прям буквально на вечерок. Или на пару часиков там. Добрая, хорошая манга. Да. Ладненько. Все, пойду спать. Завтра, может быть, увидимся. А может быть и нет. Посмотрим. Посмотрим. Если что, дам знать в Телеграме. Всем пока.